Since I could remember, that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I've never got no regret. The hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a boundless place. So take a chance on faith. So take a chance on faith. So take a chance. I never wanna look back. Take a chance on faith. Take a chance on faith.
I could have been. I've never got no regret the hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a boundless place. So take a chance, take a chance, a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. So take a chance. I never wanna look back. Take a chance, take a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got you wild, upside down. The labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got you wild, upside down. Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got you wild, upside down. The labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got you wild, upside down.
Ну что, всем здорово. В92 снова в эфире. И это уже юбилейный 10-й стрим по ОП-2.1. Така, значить, доля. Woman Не Detecting. попишеш. Ні. Hola amigo, Від долі saludos desde точно Rusia. нікуди Mucho не saluda tu втечеш. mama. Що написано, Деревенский бизнес, всем так привет. воно і буде. Здорово, деревенский бизнес, здорово. Правду о нем Итак. говорят или брешут? На прошлом стриме мы закончили на том, что выполнили основное Пить как количество охота. квестов на болотах. Квасу сейчас холодного. И теперь у нас осталось только найти тайник. Внимание, выдаю шутку юмора. Тайник, который нам дал Александрович в Заблудился награду как-то долговец, идет и кричит. за его «Люди, квест. отзовитесь, кто-нибудь, ау!» А Тут потом его можно кто-то будет догоняет, уже и сзади уходить на повезло. другие Он локации и оборачивается, продолжать а там стоит выполнять кровосос. квесты. Грустный такой. И В общем, хлюпает ему, этим мы значит, сейчас «Чего и займемся. орешь, а?» У долговца уже полные штаны ежиков, но он все-таки отвечает. «Я того... Но забыл, сначала кричу, мы может быть, поспим. Кто-нибудь услышит?» Кровосос помолчал и говорит. Ну я вот услышал. И чего теперь делать? Отлично. Ну теперь можно и идти. А новішого чогось немає? А я таки не збираю на власний будиночок. Що біля річки, ліс поруч. Так, в принципе, можно начать вот где-то вот отсюда. Я правильно бегу? Да, правильно. Тут у нас первая точка, в которой может быть тайник. О, кабанчик. Мертвый кабанчик. Так. Ай, твою медь, еще кабанчик. Еще мертвый кабанчик. Ну, бываешь. Ах вы... Педики. Какие же вы твари. Так. Да вы гоните, что ли? Чё вы, блин, по... Ай. Вот где он? Вот хрен по ним попадешь, кувалдой. Я вообще не люблю этих пауков. Так, ну место где-то тут. И как я понимаю, это какой-то оригинальный тайник должен быть. Ой, бюреры где-то. Что-то орут там. О. Все. Здесь пусто. Следующая точка. Правильно идем. Сейчас все будет. Так, тут у нас какие-то пацаны. Почему-то они возле костра сидят, странные какие-то. Гранатка. Но это не то место, потому что метка не в центре. Да, я думаю, где-то тут должен быть. Ай, радиации нахватал. А где тайник-то? Ну хорошо, допустим. А дальше-то куда идти? Вообще непонятно ни хрена. А где тут тайник, а?
Тупые камыши, блин, эти тупые постэффекты. Блин, я сохранялся хрен знает где. Ну вот так вот. А где же этот тайник? Где его искать? Вроде бы я и в центре, но вроде бы и нет. Где эта метка должна быть? А, вон он, тайник. Эй, дебил, тут бегаю. Да, бывает. Тут тоже пусто. Следующая точка — это у нас поезд. Меняющие лица, привет, я опоздал. Да ничего. В принципе, только начали. Блин, конечно, оббегать не хочу, а что делать? Вчера ты не мог у меня на стриме быть, потому что вчера у меня не было стрима. Так, где тайник этот? Вот тут ящички. Позавчера? Да. Я как бы помню. Так, а куда? Куда идти надо? Где тайник? Где искать-то? Еще надо пройти, да, дальше? Ну да, ну да. Самое то. Тупой постэффект, ненавижу его, блядь. Ни хера не видно вообще. Да отвали ты от меня. Дебильная аномалия. Что за тупизм, а? Хер что разглядишь. Вот где я должен его искать, а? Эмбрионы, да, знаю. Я как бы не в первый раз играю уже. А где тайник-то? Где он вообще находится? Дебильная аномалия, как она меня бесит, реально. Вот это тупое двоение, вообще тупое просто. Тайник-то где? Вот ни хера не видно вообще. Вот что я могу увидеть вот с таким двоением? Вообще ни хера не видно. Какой дебилизм, а? Пошел ты нахер. Что делать, а?
внутри посмотри. Да не могу я посмотреть. Вот это двоение тупое. Я ничего не вижу. Вообще ни хрена не... Это вот опять началось, блядь. Вот жаль, эту аномалию нельзя ушатать. Я уже реально хочу ее ушатать. Вот. Тупой постэффект, реально. Тупой просто. Электромагнитная аномалия, а почему-то УГГ, блядь, постэффект. Он чё, робот, что ли, я не пойму? Или кто? Или чё? Вот что можно разглядеть? Да не переместится она. Это аномалия статичная. Она прописана жестко. Лав, здорово. Блядь, я ни хера не вижу просто. Это пиздец какой-то. Где этот рюкзак, может быть? Кстати, у меня уже глаза болят, реально. Вот от этого двоения у меня уже глаза заболели. Ой, пиздец. Да, Мурку ищем. Я не помню, где здесь этот тайник вообще находится. На поезд показывает. На тепловоз показывает. Центр на тепловозе. Он стопудово вот там вот, блядь, лежит. Вот внутри вот этого вот кабины вот этой, по-любому. Если ее, то ее здесь не может быть. Не факт. Раз эти все места показаны, значит, в одном из них может лежать. Ни хера не видно, реально. Кстати, когда через прицел смотришь, не так уж и двоится сильно. Так я не допрыгиваю. Жаль, Демаре координаты. Ну да, блядь, вырезали. Зачем вырезать было вообще? Я не понимаю. Вырезали прямо на уровне движка. Типа читерство. Какое нахер читерство? А если я хочу, допустим, кадр хороший сделать, или я хочу видео записать с облетом там локации, а я, сука, не могу. Какой бред. Flow детекторист. Hello all. Hi, flow детекторист. Я ни хера не вижу. Я не понимаю, где этот тайник вообще находится. Что за бред вообще? В пизду, блядь. Да пошла ты нахер, блядь. Бля, меня в этом моде настолько бесили только вот эти бессмертные наемники, когда я Павлика проходил. Ну, блядь, это аномалия, она вообще, блядь. Посмотри там, где ты заходил, и пройди там, где бандиты были. Утор. Зайди за двор дома, и там будут доски. Вот метки. Вот все метки, в которых может быть. В одной из этих меток будет лежать Мурка. Их надо все проверить. Ну, я вот 100% не удивлюсь, если я сейчас все промерю. Нигде не будет. И вот она, сука, будет там лежать. По-любому. А, ну да, еще в воду залезем, да, радиации нахватаем. Почему бы и не, действительно. Церковь, там он был. Блин, я ж тебе еще раз говорю. Нам дали метки. Метки, понимаешь? Метки. Не, ну можно видео, да, посмотреть. Можно сразу найти. Но весь прикол в том, что оно может быть и не в том месте. Так. Здесь нет.
Чё? Чё ржёшь, педик? Погоди. Так это что получается? Я вот эти две метки не проверил, что ли? Странно. Я же их проверил, почему тогда не исчезли они? Так, ладно. Что, на базу тогда пойдем? Или обратно? Дебил. Тут же койот. Какой койот? Не помню, что за койот. Ну ладно, давай еще раз проверим метки. Что, я не против, как бы. Или как там его? Воришка, что ли, или кто? О, да, контролер появился, действительно. Почему бы и нет? Контролерчика давайте нам. А лучше давай штук 10. О, твою медь. Посмотри. В принципе, пацаны и сами разобрались. Один на ДТ, другой на болотах. Я уже нашел этого пацанчика. Мы на прошлом стриме его нашли. На болотах почти, не знаю, там часа 2 вот бегали, все квесты выполняли. Так. Ну, не знаю, не исчезает метка, не исчезает метка. Твои... Бесит эта радиация. Вот зачем было делать, чтобы вода вот так дамажила? Что за бред? Мало того, что она стопит, так она еще и дамажит. Вчера не сидела. Вчера и не было. Это было позавчера. Я, кстати, помню, ты заходил. Или ты типа зашел и потом ушел? Ну, тогда может быть. Так. Нам сюда. Да, проводники как в чистом небе бы не помешали. Реально полезная штука. Особенно, когда по большим локациям бегаешь. Это реально чисто трата времени. Вот просто чисто трата, да, времени, растягивание геймплея бессмысленное. Опа, пацанчик. Че это он отъехал? Ну. Синка. Не-не-не. Эффект обоссанного экрана мне не нужен. Себе оставь. Кровосос сейчас будет. Где? Какой кровосос? Вот бюреры, да, сейчас будут. Видите, там бегают. Так. Ну-ка, ну-ка. Плоть вижу. А, они, наверное, уже внутрь зашли. Можно туда поближе подойти, наверное, да? Снорков вижу.
Охренеть, они летают тут. Ты чё, дурак, что ли? Так, ну. Чё, пацаны? Не буду даже за вами бегать. Чё? Сдох, но оружие не выпустил. Молодец. Так, тут ничего, тут у нас еда. Сколько чистонебовцев откинувшихся. Чё не все лежат-то? Хилые какие-то чистонебовцы. Болотная тварь. Спавнится всегда, когда идешь к калмыку. Нет. Болотная тварь спавнится с определенной периодичностью. Я его в прошлый раз завалил, он еще отспавниться не успел. Это в чистом небе оно так спавнилось, а здесь не так сделано. У меня всегда спавнится полтергей там. Полтергей опять же спавнится с определенной периодичностью. Зачем я пришел на базу? Понятно. Так, центр. Это у нас где центр-то получается? Где-то тут. Кстати, есть смысл алкаша-контролера поить у входа в базу? Он простые тайники дает. Я в прошлом прохождении даже не стал париться с этим мелким контролером. Мне чисто лень. Вот каждые 6 часов чисто прибегать к нему поить. А нахер он нужен? Потом как-нибудь. Понятно. В смысле? Чё? Чё происходит? Кого они там завалили? Ну то есть, по-вашему, это нормально, заспавнить контролера на базе часового неба. Неплохо. Сори. Вот это рофл. Душит, короче, сзади пристраивается. Это весело. Да вы дебилы, чё вы стреляете? Видите, тут я стою. Ой, душит. Ну еще хочу посмотреть на это. Хочу лицезреть это. О, блин, зашел за эту. О. Прикол, еще и трясется при этом, как будто кайфует. О. Кушать, говорит, кушать. Ой, блин, ну ладно. Внимание! Эй, ты, кончай ружьем махать. Спрячь волыну, сталкер. Ладно, это было забавно. Говорит, спрячь волыну, сталкер, хотя его только что зомби херачил, ему вообще насрать было. Да. НПС такие НПС. Типичный просто НПС. Так, а ты мне что скажешь? Ну что, кот подлечился? Да, вот только водка и спасает. Знаешь, такое чувство, что радиация на мозги влияет. Раньше я такие задачки как орехи решал, а сейчас ни одной маломальской идеи. Так что же делать будем? Ну, собственно, что остается? Найти тех двоих, возможно, у них мы сможем узнать больше. Как же мы их найдем?
Мы же на базе чистого неба, здесь каждый второй имеет кандидатскую, а то и выше. Вон сам Свеблов, профессор биологии, так что надо с ребятами пообщаться, наверняка кто-нибудь да поможет. Давай так, ищи человека, который сможет нам помочь. Нам нужно найти оставшихся монолитовцев. Возможно, они единственная ниточка ко всему, что происходит. Как найдешь информацию, неси ее мне, вместе проанализируем. Ну, это мы помним. Это мы знаем, кто нам поможет. Вот такая вот бабень тут у нас есть. Без костюмчика я бы на тебя посмотрел. Ну да ладно. Так. Я даже потерялся немного. Не ожидал встретить здесь такую красавицу. За комплимент спасибо, конечно. Но не все мужикам топтать простые резоны. Здесь и женщинам работенка найдется. Ну согласен, да, вам работенка найдется, это да. Ты не смотри, что я такая. Если нужно, могу подрихтовать любую часть тела, которая будет меня слишком навязчиво доставать. Ну или паяльник куда-нибудь пристроить, сам понимаешь, что под руку попадется, ха-ха. Чего? Подрихтовать? Паяльник? Сразу видно, что ты техналь, и я попал кому надо. Надеюсь, твои знания не уступают твоей внешности. Ну так чего хотел-то? Мне необходимо найти 2 людей. Сможешь помочь? Я так понимаю, ты хочешь отследить кого-то. Как бы повесить метку на них. На кого именно? На 2 монолитовцев. У меня есть в ПДА одного фанатика. Ты сможешь по нему определить, где остальные? Ну что ж, я могу тебе помочь. Давай сюда ПДА. Но взамен ты должен оказать и мне услугу. Услугу? Я опять начинаю терять линию диалога. Надеюсь, услуга приятная? Понятно. Давай не теряйся, находись уже. Я увлекаюсь радиоэлектроникой. Я не профи, конечно, скорее любитель. Мне удалось собрать плеер, а вот с телеком проблема. Никак не могу найти подходящие детали. Ты бы не смог раздобыть телевизор? Блин, рад бы помочь, но где же я его найду? А ты точно повесишь мне метку на того, кого я ищу? Однажды я это уже делала, так что думаю, 2-й раз смогу. А телек у бандитов в долине поискать стоит. Торговец Аким с кордона неделю назад писал в сети, что продает его. Но я слишком долго раздумывала о том, как доберусь с ним обратно до болот, и в итоге опоздала. Люди Борова выкупили телевизор. Ладно, и погнал тогда я за телеком, хотя тебя саму надо по телеку показывать. Подкаты, блядь, на высшем уровне. Угу. Так, что тут? Лютая. Очень жесткая. Да-да-да. Это что? В смысле это что? Не понял. Так, ну что тут у нас имеется? Работа. Какие-то задания тут. Слушай, а я не понял. Почему я обыскивал, короче, на тех метках, а там звуков не было никаких? Что за бред? Ну, я не знаю. Что ты даешь вообще? Так, это говно. Это тоже говно. Это тоже говно. И это... Ну, в принципе, есть крутые патроны. Угу. Мстителей уничтожить? Ну, ты знаешь, я бы уничтожил, но мне лень. Я не пойду. Слава богу, хоть не так много женских персонажей. В новом арсенале половина НП женских. Ты во время Альянса поиграй, охренеешь там вообще. Меняющие лица, рано тебе такое знать. А он уже знает, он говорит, он уже знает. Ну да, в принципе. Google никто не отменял. Вот, сука, как всегда, вот я вот когда выхожу, обязательно в тот момент кто-нибудь подойдет да застопит. Чё бы нет-то. Так, водочку купим. Водочка это хорошо. Аптечку купим. 2300. Чё еще? Ну... А, вот это еще купим. Все, хорошо. Кстати, по поводу фоток. Ух, ни хрена себе. Вот это нормально, я зашел. Здорово.
А у тебя что есть? А у тебя ничего нет. Вот у тебя еще есть 10 и 2 аптечки. Давай. Давай. Да, Google. Удачи! Вот как сделают чебурнет, и не будет больше Гугла в России. А и правда ничего. Блин, Как до него? Нет, ну, придется мне опять туда же бежать, где я первые метки проверял. Только я не пойму, почему они не обновились. Странно. Да бегу нахрен, вообще не пойму. Полтергеи. Напрягают модели чистого неба. В оригинале они были лучше. Вот эта модель из оригинала. Вот эту модель я добавлял, когда 2.1 делали. Вот эта модель из оригинала, но чуть-чуть, короче, переделанная. Вот у него экзач небольшой такой есть. Это я тоже добавлял. А вот те модели, которые не очень, вот эту тоже из чистого неба тоже я добавлял. А вот те, которые не очень, это которые раньше были оригинальные, то есть. Вот это тоже модель из чистого неба, но немного переделанная, без маски, короче. Есть еще одно место. Какое место? Если что, без обид, если твоя работа, я выскажу свое личное мнение. А при чем тут обижаться? Это и есть модели из оригинала, то есть из чистого неба. Или ты про какой оригинал говоришь, я не пойму. Я так понимаю, что ты про чистое небо говоришь оригинально, правильно? Или неправильно? Не. Как меня эти фризы бесят, а? Я даже не могу выстрелить нормально. А, еще один прибежал. Давай сюда иди. Че паркурист, думаешь, если прыгаешь, то крутой? Да ладно, забей. Да не, мне интересно. Ты про какой оригинал говоришь? Про чистое небо оригинальное или про... Про что? Не пойму. О, лютый похититель на свая. Вот он и отспавнился, кстати. Вон он. Развлекается. Лютый похититель на свае. Блин, он не один. И щупалец нету. Вот это печаль. Тут просто какие-то синие модели добавили, некрасиво выглядят. Вот синие модели. Подожди. Синие модели, это которые я тебе сейчас на хуторе показывал? Или ты про тех, которые на базе стоят? Если про те, которые на базе стоят, то это те модели, которые остались со времен 2.0, со времен еще даже народной солянки. Потому что вот этот сюжет с чистонебовцами, он был взят из... блин, я уже не помню название мода. Ну, короче, он был еще где-то в 2009 году взят из этого мода и добавлен в солянку. Так вот эти модели оттуда и пришли. Холод, да. Я менял, короче, модельку холода, но
эти обратно эту поставили. Я согласен, что из чистого неба холод лучше. Вот этот, на этого посмотришь, такое впечатление возникает, что он какой-то больной, то есть какой-то хиленький. Так, вот знаешь, когда вот смотришь, да, вот просто бывает, видишь человека и возникает сразу ощущение, что он, короче, больной, что у него что-то не в порядке со здоровьем. Вот и с холодом такая же ситуация. А вот в чистом небе, да, там нормально. Чё? Ага. Даешь больше кабанчиков. Может, ты посмотришь видео по тайнику с Муркой, по чату не поймешь. Ну, у нас же есть метки, я не пойму, что не так. Ну давай, ладно, еще раз обыщем сейчас, где тут. Уже как показывает. Вот. Хотя погодите-ка. Я нахожусь сейчас не в центре. То есть нам другой рюкзак нужен, по идее. Может быть, вот этот? Нет, не этот. Тогда какой? Не знаю. Помнишь церковь, там у входа в церковь, где библиотекари спавнятся, у стены дрова лежат. Там рюкзак должен быть. Если его там не будет, тогда посмотри за церковью, там тоже дрова. Да я помню про церковь, я, блин, хочу разобраться, почему метки, блядь, не срабатывают. Чё за бред? Ладно, давайте сейчас реально посмотрим этот. А, сработало. Эй, блядь! Школота! Школьники прибежали. Все понятно. Может, метки залагали? Да хз. Там он должен быть. Может, криво делали тайник. Я ж тебе еще раз говорю. Дробовик может лежать в любой из этих нычек. Просто те, кто это видео делали, у них он вот оказался вот там. Тут вообще даже изначально два набора меток. То есть вот у меня вот здесь, там, вот здесь. А, ну смотри, новые метки появились. Это вот второй набор, кстати, открылся. Второй. Ну, понятно. То есть здесь такая система, походу, что надо метки обыскать, и в последней будет лежать эта херь. Ну, чисто троллинг от разрабов. Ты ж слышал, вот это ржет, блин, там. Так. Не исчезает.
Вот я с базы ушел, а там еще метка. Круто, да? Ладно, в любом случае. Здесь ни хрена нет, короче. Не обязательно обыскивать все метки, это я точно знаю. То есть, если ты найдешь раньше, то... Можно и так. Школота. Да, школота. Школьники набегают. Хейтеры. Так. Сука, опять в этом ебучем поезде еще вторая метка. Вот одной мало было, они вторую туда даже поставили. Бесит эта аномалия меня, реально. Так, это не та. Это не та метка. А где тогда? Ща. Походу, в этом тракторе. Да, нет? Ну вариантов-то больше нету. Тут нигде больше не может. Да. Опять этот тролль, сука. Лютый похититель на свая прибежал. Слышь, ты чё без щупальцев, а? Да, 2 метки в одном месте. Ну круто, чё? Я не знаю, чё можно сделать, а? Вот так вот. Прыгать как дебил. Погодите-ка. Погодите-ка. Так, где? Где? Вид от первого лица. F3. Вид от третьего лица. F4. О! О! Пошла нахер аномалия! Соси жопу. Смотри, а там ничего нет. И чё? Ага. Ржака. Смешно тебе, да, разработчик? Ну ничего. Попадешься ты мне в зоне. Хотя, в принципе, уже попадался, но он бессмертный, к сожалению. Вот это печально, да. Кто меня видит? А, это зомбак? Насрать. На зомбака нас... Еще вторая метка. Какой сасный экзач? Это экзач, который ты получаешь за научные аптечки для лиса. Ему надо 10 научных аптечек отдать, и получишь вот такой экзач. Он тебе выдаст тайник, в котором лежит вот такой экзач. Ну блин, где эта метка? Чё, я не пойму. Ладно. Я так понимаю, здесь просто ни хрена нет. А метки нужны чисто для того, чтобы монстров спавнить. К сожалению, от третьего лица не получается мочить зомбей. Ладно. В любом случае у нас осталось еще 3 непроверенных метки. Я знаю, как получить, просто модель красивая. Она в старом ОП была. Да. В такой экзач были одеты вот эти... Она еще была в народной солянке, я тебе скажу. Потому что в этот экзач был одет один из ученых,
который по квесту Сахарова на телефон. А этот квест добавил еще Архара. И, по-моему, это как раз была последняя версия Солянки 2010 года, если не ошибаюсь. Я уже не помню точно. Но она точно еще в Солянке была. Это экза на вот этом экологе. Да, по-моему, это была последняя версия, которую Архара сделал. Потом куда-то вообще пропал. Не знаю, куда он вообще пропал. Так, чё? А чё я тебе могу предложить? У меня есть XM8. Есть у меня такое? У меня такого нет. Ну, ладно. Что у меня есть? У меня есть... У меня есть целый ни хрена. Полезная информация, не знала этого. Ну, не знаю, не сказал бы, что полезная. Просто как бы история возникновения Солянки. Да, вот здесь метка. Вот сюда надо идти. Там, где эти педики бегают. Или не бегают. Не знаю, спавнились они, нет. По-моему, я их развалил всех. Вот. Но... Исчезла метка, нет? Не исчезла, да? Ну и что тогда? Я, в принципе, могу и сюда запрыгнуть. Мне не сложно. И даже сюда. Прикинь. Чё? Сина. Да. Я вокруг нее бегал, она меня даже не заметила. Бывает. Так, нам сюда теперь. Ну, я теоретически понял, почему эта метка не срабатывала, которая там. Потому что надо вокруг походить, а там эта вода радиоактивная. Вокруг вообще нет желания ходить по воде. У меня остался один антирад. Один. И все. И больше нету. О! Лютый похититель на свая. Второй лютый похититель на свая. О! Щуплый. Я слышу еще. Ну этот уже обычный. Нет, мне дальше надо бежать. Куда-то сюда. Да. Наверное, вот здесь. Типа рюкзак монолитовца. Ну что? Метка исчезла. А, то есть вы меня решили напугать вот этой херней? Ну, допустим. Эти динамические новости, пробивающие четвертую стену, не понял ты о чем? В смысле, что они не атмосферные? Ну, как бы, если что, их можно отключить в меню, в настройках. Но мне просто нравятся эти новости, прикольно. Ладно, пойдем.
Так, бандюки отспавнились. Ты дурак, что ли? И чё? Излом. И тут воды радиации нахуй. Еще один остался. Всякий пролог вылета это так себе. Ну это опять же кому как. Мне нормально. Да. У изломов, конечно, озвучка еще та. Чисто лол. О, хейтеры. Куда пошел? Смотри. Да, зашел просто на пол и меня нахерачило радиацией, да? Почему бы и нет, правда? Анальный бизон. АК-104. Здесь еще радейки хватанем. Тоже must have. Мурка здесь должна быть. Сейчас посмотрим. Ну вот дрова. Здесь никаких рюкзаков я не вижу. Там тоже нет. Или между дров, может быть, где-нибудь. Как ОПшники очень любят пиксельные тайники прятать. Нет. Там пусто. Ну что, ну дрова. И чё? Здесь ничего нет. Никаких тебе рюкзаков. Я же сказал, здесь ни хрена не будет. За дровами тоже рюкзаков нету. Как я и говорил, в одной из меток тайник будет. Без вариантов. Просто кому-то повезло, и у него метка заспавнилась в дровах. У кого-то там повезло, и у него заспавнилась эта мурка на базе. Ну, сейчас проверим вторую метку на базе. Посмотрим, что там будет. Так, ну вторая метка, это, конечно, весело, потому что она находится в самой жопе.
Как бы мне еще и не пришлось лезть вообще вот к Будешь этому пилику неподалеку? туда. Заглядывай. С возвращением, Внутрь. друг. По какому-то квесту, я помню, надо было лазить внутрь. Так. Ну, метка все еще на месте. Метка все еще на месте. Смотри, вон он, рюкзачок. Рюкзачок-то вон он лежит. Блять, сука, так и знал, что придется опять туда лезть. Туда, чтобы залезть, это вообще так извращаться надо. Ладно. Что делать? Это ОП-2-1, тут только извращение в почете. О, ладно. Так. Ну, сначала надо сохраниться. Перезарядиться, кстати, тоже не мешало бы. Теперь берем. Блин, эту бочку нельзя таскать. А эту Доброй можно? тебе дороги. А эту можно. Вот это хорошо. Будешь Так, неподалеку? сейчас сюда Заглядывай. первая бочка. Приветствую. Доброй тебе дороги. Так. С возвращением, друг. Попутного ветра. Вот Погодите-ка. молодец, живой А, пришел. Рад ясно. тебя видеть. С возвращением, друг. Есть. Эта бочка несъемная? Не, нормально. Блин. Нашли мурку? Нашли. Только ее еще достать надо. Блин, как бы эти бочки еще поставить, блин, чтобы они нормально стояли. Это жесть. Что делать? Если вот так. О, Вот молодец, живой пришел. Рад тебя видеть. попробуем эту подкатить поближе. Поближе как-нибудь вот сюда. Слышал? Группа Вильнова вернулась. Да ты серьезно? Луговой умер от кровоизлияния в мозг. Остальные в реанимации. Говно в общем. Есть. С возвращением, друг. Больницы успели вывести. Федин тот контужен. Если бы, кстати, не он, похоронили бы всех. А ведь даже выброса не было. Тянули Блин. Тихоныча. Его группа физиков проверяет. Вот молодец, живой пришел. Предварительно Рад ящик тебя видеть. обломок аномалий. Чего-то типа инкапсулированный в какое-то торсионное поле. И от нее урана идет в 2 раза. Плюс какая-то пульсация артефакта на уровне психона. Свойства, естественно, Тихоныч молчит, партизан. Да, точно. Че я извращался? Тут можно просто так залезть. Да. Вот как вернемся. Ух, пожрать бы сейчас основательно. Во. Вон он лежит. Вечность впереди. Да, по-моему, в прошлом прохождении у меня в этом же месте лежало. Ты заслужил это, засранец. А обратно я смогу нормально вылезть? Приветствую. Да, все отлично. Доброй тебе дороги. Все, мурку нашли. Теперь можно и на металлургический завод херачить. Принести посылку Дэну, по-моему, больше квестов нет. Ну туда и пошли. Что я могу сказать? Как туда проход найти? Отмотай стрим назад и посмотри. Проще, как ты уже говорил сам, проще посмотреть, чем объяснить.
Если чисто коротко, подходишь к стенке, запрыгиваешь на дверь вот эту от запора. И потом по забору запрыгиваешь уже к холоду. Металлургический завод, да, металлургический завод. А, проход как в металлургический завод найти? Сначала ты берешь у шурупа квест на тиски. Потом он тебя отсылает к фанату. Базаришь с фанатом, берешь его квест, выполняешь этот квест, возвращаешься к фанату и получаешь переход. Андрюха, здорово. Как жизнь? Живой там? Я всю эту цепочку, то есть, ну, все это на стриме проходил, на стримах даже, так что, не знаю, в каких именно. Кому интересно, смотрите. Только я вот не помню, а где у нас, собственно говоря, должны лежать тиски на заводе. Вот это да. Это интересный вопрос. По-моему, там тоже несколько мест спавна. Но я не помню ни одного. Живой пока, это хорошо. А, ну эти опять появились, да. А, кстати. О. О. Все, да? Угу. Ну, ок. Жду Толяна, будем фильм за кости доделать. Ну, давай. Ты что, дурак? Или я дурак, ну да. Логично, что... Ай, блядь, я же... Я дебил. Я экзач не надел. Хотя не так уж и сильно надамажили, в принципе. Угу. О, остались даже монстры с прошлого раза. Ну все, пошли на завод. По квесту какому-то. Лав, я уже сказал, как найти переход на металлургический завод. Если интересно подробнее, то, не знаю, записи стримов все на канале. Можно там поискать. Кровавым делом ты занимаешься. Ну а шо? Они как бы меня захавать хотят. Что мне еще делать? Смотреть, что ли, на них? Так. Но здесь нам нужно выложить все ненужное, потому что сейчас там будет очень много хабара. И мне нужен максимальный просто вес. Палача оставим, он с компьютерным наведением. Это нам сейчас пригодится очень сильно. МП5. Мурка. Да насрать на эту мурку вообще. Так, что еще? Вот это выкладываем, вот это выкладываем. В принципе, все. Можно выкладывать вот это ненужное. Так, канистры с бензином. Ненужные патроны. 5.45 выкладываем. 5.56. Кстати, у меня 5.56 появились. Тоже неплохо. Будет чем из палача шмалять. Угу. 9 на 18 на 19.
Светошумовая граната. Вот я не знаю, буду я гранатами там пользоваться или мне их повыкладывать. Давай вот снежинки выложим. Это вот самая бесполезная аномальная граната просто в моде. Реально. Не знаю, она никого не дамажит. Блин. Только тебя, если ты ее кинешь и не успеешь убежать. Чисто тебя хреначит и все. Так. Аптечек, бинтов у меня нормально. Водка. Энергетики. Бенгальский огонь. Выверт. Дикобраз, душа, капля, колючка, лунный свет, пустышка, титановый колобок, это нам надо, эмбрионы тоже выкладываем, все части монстров выкладываем, там они мне не пригодятся. Далее. Балалайка. Карты. Инструкция для костюма. Не знаю, оставлю 2 рюкзачка, мало ли. Может, мне не хватит там веса, чтобы хабар хранить. Сигара. Сигареты. Сладкий хлеб. Фляжка. Готово. Нормально так освободили, в принципе. Единственное, что нужно арты попрятать в контейнеры, которые я не использую сейчас. Все. Теперь сохраночку, и металлургический завод ждет нас. Металлургический завод. Локация из Лост Альфы. Оттуда я ее брал. Это, в принципе, переделанный билдовский росток. Тут нормально так он переделан. Растительность там новая, все дела. Получилась довольно симпатичная локация отдельная. Стройплощадка, да, тоже из Lost Alpha. Тут много локаций из Lost Alpha. Мне нравится, как выглядят там локации. Конечно, без графики Lost Alpha-вской это, считай, минус 50% к визуалу этих локаций. Ну, а что делать? Тут движок такой. Ну, что я могу сказать? Никого пока нету. У нас зомбики какие-то должны быть. Оп. Плоти. Ах, вы дураки, что ли? Вы что делаете? Нормально. Блин, ну и фризит. Бля, вроде маленькая локация, но тяжелая. Что не говори. Кто еще хочет удачи попытать, а? Никто? Блин. Так неинтересно, слушай.
Так. Вот первая жертва. Да не ты, блядь. Иди нахер отсюда. Чё вы доебались до меня? Вам заняться нечем. А, еще прибежали. А, ну да, здесь же еще зомбаки есть, точно. Ладно, иди пока нахер. Да вы задрали! Серьезно! Что тупые крысы, а? Не даете мне первую жертву обработать. Вот. Вот у нас кто тут стоит. Хотя зачем я трачу снайперку? Даже не снайперку, но в любом случае оружие. С компьютерным наведением на, мать его, турель. Можно и из вала развалить, что нормально же будет. Правда, вал какой-то косой, ну ладно, нормально. Зомби, иди нахер. Че ты орешь тут? У нас еще есть турели. Ага. Ясно. Блин, какие здесь классные укрытия. У одного дерева, блядь, стоит аномалия. Другого куст, что хер увидишь, что. О, наемники прорезались. Ща, погоди. Я только вашу турель развалю. А дальше и за вас примусь. Пацанов уже двое. Это же те бессмертные педики. Тут нужна точность. В принципе, остальные уже не особо бессмертные. Ага. Ага. Готово. Кто-то доходил до металлургического завода? Из тех, кто в чате есть. Вы, кстати, вот это видели? Это я, когда подключал, прикалывался. Да, забавно. Ой, твою медь, ненавижу их. Чумные зомби, твою медь. Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать?
Ну, не знаю, тут, наверное, только гранаты юзать. Потому что вариантов других... Снежинка! Откуда у меня снежинки опять взялись? Блин, чем бы их расхерачить? Выглядит эпично, да. Есть такое дело. Вот этот вот педик. Блин, ну... Электричка их не возьмет. Я не знаю, чем их хвалить реально. Разве что эфки покидать. И то им особо как-то помедленно эту эфку. Успокойся, демастер. Так, все, бегут сюда. Ой, пауки здесь. Так, бегут, бегут. Близко нельзя подпускать. Хотя... Погоди-ка. Я знаю, что с вами делать. Сейчас, погоди. Быстрее, быстрее, быстрее. Блин, я их выложил, что ли? Твою мне. Электрические микробы. Плюс 25% химическому ожогу. А я их выложил. Иди нахер. Так, то они меня потеряли, это радует. А сколько вас здесь, серьезно? Даешь больше эффекта обоссанного экрана. Аптечка. Блин, а что делать? Блин, как я их выложил? Где я их выложил? Я, блин, даже не помню, как я это сделал, где. И что делать-то? Химический ожог. Минус 50%. Блин. Если я сниму сейчас эти арты, то меня будут разваливать наемники. Если я не сниму арты, меня будут разваливать зомби. Хороший выбор. Что за бред это такое? Да что за хрень? Использовать. Не, ну можно, конечно, вот это снять, но у меня вообще не будет никакой защиты почти. Это вообще по нулям. 24% и 28%. Ну, в принципе, неплохо, но... Мне нужна сотка, а сотки мы не наберем. Да. Это я тупанул, конечно. Хотя я так и не понял, где я их повыкладывать-то умудрился. А, вот еще, смотри, 35%. 35%. Давай, вешаем это, вешаем это, вешаем... Не, в любом случае, у меня получается только 62%. Это ни о чем против этих зомбарей. Хотя почему? Смотри. Вот так и вот так. 97%. 97 и... Блин, а больше не получится навесить. Дэн Белов, Валентин, привет, как делишки, как настроение, желаю удачного стрима. Также я приветствую всех гостей и жителей этого чата. Здорово, Дэн Белов, все нормально. У тебя как? Спасибо за пожелание удачного стрима.
Всех зрителей рад видеть. А теперь надо думать. Пулестойкость 8%. Сейчас меня будут разваливать все и вся. Это я нацепить не могу. Хотя ладно, давай попробуем развалить зомбаков. А, и вот это надо снять, потому что они экзач ломают. Да. Так, зомбари где-то там ходят. Все, слышу, слышу. Ща. Ну, давай сразу всех развалим. Ни хрена себе комаров тут. Что делать-то? Что делать? Что делать? Подствольника нет. А граната только одна. Не, ну я знаю вообще, что делать на самом деле. Мы же делаем вот так вот и кидаем. Но большинство все равно выжило. Ладно. Давай попробуем развалить их так. По-моему, они меня не дамажат, так что насрать вообще. Ага. Ага. Прицел меня сбиваете, да? Ясно, понятно. Так, уже попроще. Эти до меня вообще не долетают. Есть. Великолепно. Развалили комаров, развалили зомбарей. Теперь можно и обратно арты нацепить. Вот так. Вот так. И что у меня еще висело? Сейчас, подожди, на пулестойкость что-то не хватает. Да, все, теперь порядок. Все, норм, смотрю твой стрим. Хорошо, да. Добро пожаловать. Так, там еще остались зомбаки, но это такие обычные. О, а чё они все дохлые? А, я же гранату кинул, да, точно. Если что, Дэн Белов, все ссылки в описании. То есть там Инста, ВК, группа в Фейсбуке, страница в Фейсбуке. В общем, если интересно, заходи. Тут ни хрена нет. Библики бегают. Круто. Так, все, наемники тут у нас пошли. Пожрать бы? Чего хорошего? Так ведь есть. Захомячил, блядь, 9 бутербродов. О, ну да, действительно. О, тушкан.
Вот это опасный педик. Да, кстати. Экзу уже можно одеть. О, еще один. Куда пошел? Где наемники? Дайте мне этих наемников. Ты летаешь как дебил. Сюда иди. Наемники у нас где-то тут. Сейчас мы их будем наказывать. Чё шмаляем, алё? Неужели они с монстрами воюют? Никогда такого не было. О, Винни-Пух. Да, вроде и не в меня целился, а все равно попал. Круто. Ща, погоди. Он чё, упал? Он сдох? Надеюсь, что да. Руку отдавай мне, Винни-Пух. Мне пригодится. Мы возьмем все, что найдем. Охренеть, опасно. Слишком много хрена там. В принципе, здесь можно и вот так. Сюда ушел. Молодец. Убил пулемет в 0. А нет, не убил, слушай. А еще у него экзач. Люблю богатых наемников. Да и вообще богатых пацанов. Их очень выгодно лутать. Не буду я брать SG-шку, она вообще дешевая. Ничего не... 700 рублей от силы за нее получше все. Говно. Так. Ну что, педики, вы уже готовы? Так, а вот здесь... Да, ну, конечно же, здесь радиация. Чё бы нет-то? Вот тут нам и пригодится снайперка. Так. Ты ебанутый, или что, не пойму. Ой, засрали все, вот сделали, блин, что ничего не видно теперь. Это, видимо, какой-то наемник пернул. Иди нахер, понял? Ща, погодите. Дойдет до вас очередь. Ой, библик. Че, дурак, что ли? Блин, я не знаю, вакханалия какая-то происходит в этой локации. Просто вакханалия, реально. С пулемета шьют. О! Хедшот. Еще есть желающие?
Да ну. Неужели закончились? Не закончились. Пацаны никогда не заканчиваются. Есть. Отъехал. Ой, ладно. Короче, я пошел обыскивать. О, аптечки выпадают здесь. Вот это нормально. Ща, погоди. Че, думаешь, крутой? За аптечку респект. У-у-у. Слушай, я не знаю, за что браться, блин. Эти летают, эти стреляют. Эти прыгают, блядь, паркурщик ебаный. Оно и понятно, я же один здесь на локации. Кроме меня нападать не на кого. Наемники, ну наемники, чё наемники? Зачем на наемников нападать? Мы сейчас все локации побежим на главного героя. Потому что почему бы и нет? Вот так вот. Так. Ну, кто-то типа меня видит. А, это Снор. Ну, хоть на крысу агрятся, блин, и то хорошо. А то я вообще как будто один здесь нахожусь. Так, тут наемник был. Какой-то. Какой-то педик. Да, вот он. Вот он, один педик. Вот он и еще один. Собачек тоже залутаем. Это, кстати, кто? Да, это Винни-Пух. Этого я залутал. Откуда шмаляем? Вы видели, как ствол подбросил, аж выше крыши подлетел, блядь? Это было весело. Ты дурак, что ты прибежал? О, армейская аптечка. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Так, ща библики пойдут. Слушай, пацан, у тебя хорошие патроны, они подходят к моей снайперке. И это меня радует. И бинты выпадают. Ты смотри, какие богатые. Прям как на радаре и в Припяти. И это хорошо. Так, вот этого я не залутал. Нет, не залутал. Так. У нас еще SG-шка лежит. Так, как я уже сказал, не буду брать 550-ю. Стой, блин. Я думал, они с пулеметами. А, нет, они с пулеметами. Все, согласен. Ща, погоди, библик. Там библик бежал, короче, меня БТР спалил. Херанул в этот проем ворот и попал по библику и сваншотил его. Вот это забавно было, реально забавно. Вот это было реально весело.
Там же это педрила на колесах. Кстати, а где там это педрила на колесах? Сейв. А, все, я понял, где он стоит. Я не уверен. По поводу динамических новостей, посмотрите в нижний левый угол экрана. Там сейчас была новость от меня, короче. Вон он стоит. Мы даже поближе подойдем. Да, вон он стоит. Да, я докидываю до БТРа, но, по-моему, электрички его вообще не впечатляют. От слова никак просто. Да. Что делать? А, подожди, вроде зажигалки неплохо ваншотят БТРы, кстати. Главное попасть правильно. Ну-ка, ну-ка. О, вот это было по-царски. Зажигалки это вещь вообще. Библика сваншотил. Один выстрел сделал. То есть тебя не смущало, да, до этого, что тут библиотекари бегают, куча монстров. Ты, короче, выстрелил, когда в проеме меня увидел на секунду, да? Ой. Слушай, успокойся, а. Понятно, ну ты не понял. Я тебе хочу в глаз, вот чисто в глаз попасть. Вот. Вот, попал. Вот, там еще один. А, это тоже бессмертный. Слушай. Турель. Вроде здесь один БТР, но я могу и ошибаться. Да отстаньте вы от меня. Чего вы ко мне прицепились все? Есть. Так, есть еще такие враги, которым нужно вот именно... Ну да. И кто у нас тут? Прикольно сдох. Кстати, если кто не знал, турели хорошо ваншотятся с этого. Да идите вы нахер, пожалуйста. Чего вы тут забыли все, а? О, гранатка. Гранатка. Ничего. Что дальше-то? Да. Почти. Что шмаляет-то?
Опять нужна винтовка с компьютерным прицелом. Я не могу найти, кто это. А, вот ты где. Или нет? Библик. Понятно. О, кстати. Нормально. Так. Вон у нас педики. Еще один скрылся за забором. Ну чё, ты выйдешь оттуда, нет? То есть тебе заняться больше нечем, да? Я тебя понял. Что ты орешь? Ты где вообще? Привет еще раз. Я уходил, вот вернулся. Здорово. Никого не вижу. А это значит, что пришла очередь второй турели. Мы сейчас даже поближе подойдем, чтобы прям вот с гарантией, то есть попадать. Тихо. О, сблизи прям одно удовольствие разваливать турели. Вот ты помер, дед турель. Так, там у нас библики, их пока не будем. Правда дурак или притворяешься? Так, понятно, это библики. О, гранатка. У посонов даже гранаты выпадают. Где? Где мой палач? Нет. А кто это там у нас? А-а-а! Вот оно что. Ну ладно. Так, продолжим мародерство. Тебя я, по-моему, лутал, да? Ну что? Пришло ваше время. Так. Нечего тут. Так, это мое. Я слышу турель. Куда она стреляет, вообще непонятно. То есть она как бы стреляет по мне. То есть я захожу за угол, она перестает. Теперь она начала стрелять. Да. Логика хорошая. Стрелять через стены. Почему бы и нет? Мне не нужны пистолеты. А вот аптечки очень даже нужны.
А, это же здесь турель, по-моему, нет? Не, по-моему, не здесь. Здесь есть только трупаки. А еще здесь есть рюкзаки. Ой, блин, ящики. Которые... Я, правда, не уверен, что там что-то есть у них. Поэтому не буду спрыгивать, а то придется оббегать все. Что у меня такого есть? Ну вот, давай возьмем вот это. Из него расхерачим. Ящички. Да, как я и думал, они пустые. Ну что ж, ладно. Я вот, правда, не помню, где тиски. У кого Google под рукой? Где тиски, погуглите. Где они лежат? Ладно, в любом случае, пока будем зачищать дальше. Так. Странно. Чё? Вон где турель стоит. Скоро вал на помойку отправится. Уже клинить начал. Готово. Я не знаю, куда идти, что делать. О! А, я думал, это наемник. А это у нас турель. Чё? Чё за глюк был? Откуда? Шмаляешь. Так. Его хедшоты вообще не смущают. Нормально.
Бессмертные пацаны, ничего необычного. В этой игре же все можно объяснить. Например, что у них арты на пулестойкость вкачаны, как у меня сейчас. А чё, почему бы и нет? Тоже арты на пулестойкость нацепили, и поэтому бессмертные. Только почему тогда эти арты у них не выпадают? Ну это тоже можно объяснить. Типа какие-нибудь арты с самоуничтожением. Короче, весь дебилизм можно объяснить в этой игре. Пусто. Понятно. В чате, походу, никого нет. Придется саму тиски искать. Что делать? Будем искать. Уже искать не надо. Все. О, вертолет какой-то. А чё? А чё вертолет здесь делает? Я не понял. Сейчас наемников высадит. Чё, улетел, что ли? Где? Ну да. За километр стрелять, это само собой. Я не понял, вертолет что, улетать не собирается вообще? Ему нормально? Так, у нас здесь кто-то есть. Ну да, крысы, например. А где вертолет-то? ХЗ, короче. Вон он. Вон он. Ща, погоди. По поводу вали это легко. Ты на месте только стань. О. Вот правильно, пошел нахер отсюда. Пока я тебе бутылку в жопу не вставил. Ясно. Решил напоследок обстрелять? Ну давай. Вылези. Вылези только. Пацан не вытянул, короче. Отъехал вертолет, все нормально. А ты мне что скажешь? Если тебя так пострелять, ты будешь дымиться, нет? По-моему, нет, да. Надо обязательно в треногу стрелять.
А нет, смотри, нормально. О, пацанчик такой беспалевный стоит там. Уже не стоит. Вал поломанный. Скоро даже и патроны закончатся на него. Так, тут у нас есть... Тут у нас есть торговец. Почем аптечки? Дорого. Кинжал Хаус 27 рублей. Не, оставь себе. Да. Ну и цены у вас. Нет, по-моему, он покупает дешевле, чем Скряга. Я не уверен, конечно, но, по-моему, дешевле. В любом случае, тиски я нашел. И теоретически нам здесь делать больше нечего. Давай-ка проверим квесты. Так. Медсумка. Угу. Вот, разведать обстановку на заводе и по возможности найти тиски. Принести найденные ПДА и тиски шурупу. Подожди, какие ПДА? А, вот это что ли? Нет. А. Ну вот какой-то ПДА есть. И вот какой-то ПДА есть. А какие еще ПДА здесь, я не знаю. По-моему, здесь ничего больше не должно быть. Не, ну пошли побегаем. Развалим тех, кто остался тут еще. Так, ща вернусь. Поехали. Так, стоп. Ремкомплектов-то все меньше.
Активных заданий .нет. И никого здесь больше вообще в принципе нет. Ладно, давай тогда полутаемся. Тут у нас аптечка. Патроны. Водка. Патрончики еще. И еще водка. Все, что ли? Еще водка. Консервы. И аптечки. Все. О, псина. Ладно, чё, пошли обратно. Кстати, небольшой лайфхак для тех, кто не хочет обходить. Вот так вот запрыгиваете. И вот так вот. И все. Мы в начале локации. Все, металлургический завод пройден. Я думаю, теперь имеет смысл сходить на агропром, развалить там военных для Архары, чтобы сразу потом вернуться, сдать посылку Дэну, а уже потом на кордон, где я оставил у Сидоровича все ненужное. А, кстати, я же мог выложить арты там. Да, вполне возможно. О. Так, что тут у нас? Ага, ага. Опа. Сейчас продолжим, тут ответить надо.
Давай тогда поскидываем тоже опять же все сюда. Палач оставляем. $5.56 нам надо. Экзоскелет можно выложить, водку можно выложить. Части мутантов. Далее. Консервы. Сигареты. Тиски 15 кг. Ни хрена себе. Большие тиски. Можно и кому-нибудь башка проломить такими тисками. Принести посылку Дэну. Вот этим мы сейчас и займемся. Ну как проходится игра? Нормально. Хотя что, не было что ли здесь? Вроде написал, что вернулся. Пойдем сейчас вояк разваливать. Чтобы посылку Дэна получить. Да не было, опять уходил. Понятно. Непонятно только, почему я со стороны кордона появляюсь. Ну да ладно. Так. Мертвый кабанчик. Еще один. Странно. 3 мертвых кабанчика. 4 мертвых кабанчика. Откуда они взялись? Подозрительно. Что бы это значило? Все, теперь до конца стрима буду. Давай. Надеюсь, это интересно будет. Так. Добыть сломанный М60. Был у меня М60, который я сейчас выложил. Круто. А что у меня есть? А блин, у меня ж ничего нет, я все выложил. Все, давай, до свидания тогда. У них тут место спавна. Да я в курсе. Это прикол был, типа, почему они мертвые. Ну ладно, забей. Раз не понял, то не понял. Кротокрыс не в теме вообще, что происходит. А где Архара-то? А, вот они сидят. Все нормально. Может, у нас еще какие-то квесты здесь есть? И что же надо выжигать? Нет. Квестов никаких нет. Все, музыкальная пауза. Здоров, Архара. Был тут у ученых. Говорят, у тебя есть системник. Здоров, меченый. Был да сплыл, я его долгу продал, так что нету больше. Мне-то что делать? Где я системник раздобуду? Ну, в общем-то, есть одно место. Лаборатория X18. Там должен быть точно. Опять к бюрерам в гости идти? Ну, не отличаются они гостеприимством. Ладно, пойду, я дел много. Удачи. Так. Теперь, ты Архара? А ты меченый. Привет, тебя ждем. В общем, план такой. Мы идем через южные ворота и зачищаем территорию. Ну а ты пока займешься главным комплексом и заберешь у ученых посылку. Там главный у них Иващенко. Скорее всего, посылка у него. Смотрю, мне как всегда самое легкое. Хитрый ты, ладно, мне не привыкать, выступаем. Спаун пацанов, сразу все зависло.
Никогда такого не было, и вот опять. 20 человек, 21 человек. О, сейчас бы еще клинит, да. Фу, граната. Ты что, дурак? Сейчас посмотрим. Угу. Пацанов все меньше и меньше. Давай, кстати, сразу их полутаем, а то эти сейчас припрутся и сопрут мой хабар. Вот, патрончики, автомат. Автомат. А где труп? Нормально. Это, я так понимаю, наверху. Да. АК-105. Калаш. Можете себе забрать. Да иди нахер, чё ты толкаешься, дебил? Кто там с петуха шьет? Ты труп, мужик! У нас 200-й! Сброс на землю! Есть убитые! О! Что ж такое? Достижение синяк. Прикрой, мужик! Всё, допрыгался! Синяк. Положил гада! О, никого нет. Тут у нас УСАС. Что еще есть? Прикрою! А вот и Иващенко. Все. Ой. На землю, сука! Согласен, на землю, сука. Я с тобой прям на 100% согласен. Я тебе хотел точно то же самое сказать. Прям вот ты мои мысли прочитал, реально. Реально просто мысли читаешь. Только я хотел сказать. И тут ты. Бывает же такое? О, ППШ. Так, тут у нас еще вал есть. Пропадать, я так мыслю. Согласен. Чё добру пропадать? Бизон. Что все другие молчат в чате, только я пишу. А чё, кто-то еще есть? Я думал, никого нет на стриме. По-моему, я всех залутал. А где у нас Архара-то? Архара. А куда он делся-то? Блин, где его искать? Хрен знает. Куда делся Архара? 4 человека? Ну ладно. Все, Архара и нет.
Вот у нас тут псевдопсины только. Сейчас будут свой эффект обоссанного экрана мне тут делать. Или не будут. Блин, у меня с агропрома на болото нет перехода. Вот это, блин, конечно, косяк. Охренеть. Придется обратно через свалку херачить, блин. Ну ладно, что делать? Заданий нет. Точно заданий нет? Агропром. А, да, точно. У нас есть задание на красного псевдогиганта, но игломет я, конечно же, выложил, так что выполнить его не могу сейчас. Ну тогда и насрать, в принципе. А что еще есть? Поговорить с проводником. Молодец, карту тоже выложил, не могу поговорить с проводником. Молодец. Все как надо сделал. Что еще? Ой, какой-то стрельба там. Угу. Угу. Разве что вот это сдать сможем. Но это на кордоне. Это в баре. Это тоже в баре. ПНВ. Че он там хотел? Чтоб я ему артефакт нашел, да, Шерстюк? Ну, это дикая территория. Это Х-18. Это вообще Припять. Эксперимент. Инструменты для Василия. Это Темная долина. Это уже выполнили. Помеха защищенный ПНВ, кстати, нужен. Может в бар сходить реально? Кстати, можно. Можно сейчас пойти на янтарь, потом на дикой территории найти тайник, потом перейти в бар, забрать там этот контейнер и купить помехозащищенный ПНВ у бармена. 100к у меня есть. Потом на АТП взять ремкомплекты там, если я опять не забуду это сделать. А с АТП спокойно переходим на кордон. Нормальный вариант, кстати. 40 ПДА заодно возьмем для Дэна. Телевизор. Ну, телевизор потом. Так, ну все. Ничего больше нету интересного. Разве что можно вот так попробовать сделать. Ну, никого мы сфоткать не можем, так что... Пойдем на янтарь. Ну, раз уж идем на янтарь, то зайдем еще и к адреналину. Может, что-нибудь ему там сдадим там. Хотя, что я ему могу сдать? Я же все повыкладывал. Опять шмалят. О, это что, Архара? Архара! Ни хрена себе псины за ним. Эффект обоссанного экрана. Ты на кого хвост Про себя?
Кто шмаляет? Здесь никого нет. Что за бедные бандиты? Одно говно у них, а не оружие. Ух, смотри, сколько одиночек перевалили там. Надо этот вопрос срочно провентилировать. Опа, тут лютый похититель еще был. Этого обыскали. У этого хлам один. У этого тоже. А вот дробаш я возьму. Дробаши Сахаров хорошо покупает. Пойдем в гости зайдем. Зачем пришел? Так. Это квест на кошаков, это хомяк. Даже и повыполнять нечего. Так, ну раз уж я иду в бар, то возьмем тогда стволы на продажу. Калаши вот всякие, овалы, грозы, ПКМ, Бизон, РПК, СВД. Вот это надо отнести, вот это надо отнести, вот это, вот это, вот это. Гравикостюмы, гравикостюмы. ГП-25. Водка, артефакты. Рудимент грудины. Даже еще осталось. Булочник. Чё? В смысле? Чё за достижение такое? Я вроде помню, что за 100 батонов было достижение. А чё за булочник? Ладно, неважно. Очередное бесполезное достижение этого мода. Так, тут у нас барсики. Здорово, барсики. Это дебил. Сейчас бы только перезаряжаться. Чё? Почему не сдох, объясни мне. Я вот не помню, надо было что-то Сахарову принести. По-моему, не надо, но могу и ошибаться. Да даже если и надо, я все повыкладывал, только что насрать. Угу. Здорово. Не ждали, а я приперся.
Яйцо отстрелил зомби. А может и не только яйцо. Не, ну они ему все равно не нужны, так что не важно. Бот Николай, здорово. А чё это тут у нас происходит? Ёб твою медь. Мужики, на... Сами завалили его, говорят, мужики у нас убили. Ну вы тупые. Как дела у вас? Живем. У тебя чё? Так, тут новые диалоги есть. Привет, Меченый, как поживаешь? Приветствую. Меченый, хорошо, что вы так скоро вернулись к нам. Есть срочное дело, требующего вашего вмешательства. После отключения излучающей установки и последующих за этим событий, я отправил в X-16 двух своих помощников для того, чтобы они тщательно исследовали лабораторию, поискали научную документацию, сделали снимки установки и оценили перспективность дальнейшей работы всей лаборатории. Так вот, в ходе этой мини-экспедиции мои коллеги наткнулись на трансдекодер с функцией триангуляции возмущающего воздействия переменно-волнового градиента пси-поля. Чё? В общем, это маленькая коробочка с цифрами, которая регистрировала параметры пси-излучения. Поднявшись на поверхность, они заметили рядом с фабрикой севший недавно десантный вертолет. Сообщив мне об этом, они попытались осторожно выбраться с территории, но, видимо, им этого не удалось. В эфире была слышна стрельба. Назад мои коллеги не вернулись. Ты выяснил, кто напал на них? Буквально через 5 минут мы перехватили сигнал бедствия с вертолета. Они влетели в какое-то голубоватое облако, после чего электроника на борту начала сбоить, а через несколько секунд связь совсем прекратилась. Последнее, что они успели передать, это сообщение о том, что вертушка терпит крушение над болотами. Напавшие на ученых явно были не военными, пилот говорил на английском. Предполагаю, что это были наемники, и летели они на свою базу, что на металлургическом заводе. Нужно разыскать место падения и вернуть декодер. Это устройство представляет большую ценность для нас. Судя по краткому описанию облака, это была неизвестная нам электромагнитная аномалия. Отсюда следует, что все их электронные устройства, включая ПДА, вышли из строя. Они не смогут вызвать помощь со своей базы. Если наемники еще живы, а упавший вертолет цел, то уничтожьте и найм, и технику. Все должно выглядеть так, будто он разбился, чтобы пресечь дальнейшие поиски декодера. Никто не должен выбраться оттуда живым. Вы поняли? Ни хрена себе какой кровожадный Круглов. Так, что там, бот Николай, да помаленьку модмейкерствую. А что ты делаешь? Что ты там за мод делаешь? Хотите отомстить за убитых товарищей? Понимаю. Так. Ну и все. Кстати, удачно, что я сюда зашел, потому что если бы я не зашел, то потом пришлось бы бежать на эти болота, опять искать там что-то. А сейчас мы все равно туда идем, только немного, ну так сказать, не напрямую, короче, идем, да. Ну, я не знаю. По-моему, у меня нету. Да, у меня частей монстров нет. Дело срочное. Что еще? По-моему, у меня медуза была. Насчет задания. Аптечки давай мне, слышь. Шляпу одну сюжетную с 2015-го туда-сюда раскачивался, всерьез разрабатываю только пару месяцев. Еще я один из авторов ЛР, может, видал? Не знаю. Не знаю, что такое ЛР. По-моему, я не играл даже. Я в основном всегда в солянке сидел еще со времен, потом уже УПшка пошла.
Я только сейчас недавно какие-то другие моды начал проходить. И то чисто потому, что у меня нормальный интернет появился и можно стримить хотя бы. Чисто из-за этого. Так, у нас есть магические грибочки. Это хорошо. Ладно, давай я тебе продам, короче, коготь химеры, потом я тебе продам. Короче, все я тебе продам, типа, потому что нахера. Во. Просто 15к почти. Артов у меня нет на продажу, ну и ладно. Рад был с вами пообщаться. Значит, говоришь сюжетную шляпу одну? Это интересно. Сюжетную шляпу, это имеет смысл даже будет ее пройти. Погодите-ка. Не, ничего нет. О, как, ну я на днях ОП 2.1 качнул, вдохновленный твоим стримом. Блин. Переход между локациями начался и чат пропал. Напиши что-нибудь в чат, плюс какой-нибудь или еще что-нибудь, чтобы я увидел. Чтобы он появился. То сворачиваться придется. Угу. Почти 2 дня безвылазно сидел, потом понял, что с оригинальным балансом жопа улетит в космос. Надо потом 2.2 справками осилить. Да, баланс здесь еще тот, это точно. Опа, пацанчики. Микрофризы реально бесят. Вот сейчас вот, да, я наемников валил. Чисто вот прицелился, да, херак, микрофриз, я выстрелил, а он уже ушел. Это вообще ни о чем. Эти микрофризы, это чисто вот жопа реально. Ну, поехали. Кстати, я сюда зачем пришел? За тайником, да? Да, я за тайником для шерстюка пришел. Угу. И что там по той сюжетной шляпе? Много еще? Было бы, кстати, прикольно эту сюжетную шляпу на стримах пройти. Особенно, если будет вариант пройти ее первым. Эксклюзивно, так сказать. Только начал. Ну что я могу сказать? Надеюсь, не бросишь. Сюжетных модов вообще мало годных. Вакханалия какая происходит. Краем глазом заметил, что там летает кто-то. А, ясно. Лютый похититель нас вает, что-то там. Ёб твою медь. Что происходит? Полтергея вон. Да. Однако. Ты сюда подняться хочешь? Реально.
Он сюда подняться хочет. Так, ты давай, не стесняйся. На тебе. Странные вы какие-то. А, здесь 2 похитителя будет. Видел? Стояли, короче, в ряд. Прикольно было. Потом желающим отдам поиграть. Скорее всего, популярным стримерам отдавать как раз не буду. Хочу победить монополию стримеров. Да я как бы... Я не говорю, что я прям такой стример. Чисто когда интересно стримлю, когда время есть стримлю. Ну сейчас, в принципе, интернет у меня появился с Нового года нормальный. Так что... Начал этим делом заниматься. До этого только смотрел. У меня был, короче, канал 8 мегабит чисто. 8 мегабит в 2019 году, ты понял, да? В ОП обидно, скорее даже не за баланс, за неожиданные засады со всех сторон при подборе таню. Да, вот это, конечно, вообще, это вообще странно. То есть ты прошел, да, никого не было, тут херак из воздуха появились. Да не, как раз про тех хайповых ребят, другим как раз без базара. Ну, это уж тебе решать, кому отдавать, кому нет. Я чисто так предложил. На самом деле нам надо вот туда. В принципе, я даже знаю, как туда добраться, только здесь ебучая радиация. И это не очень вдохновляет, блядь. Твою медь. Смогу запрыгнуть-то? Вот он, тайник. Конечно, из-за тупого постэффекта не особо видно, но сейчас он пройдет, покажу. Так, тут у нас 2 научных аптечки. Маяк. Такой себе средний артефакт. И всякая херня. Вот, сейчас стопудово опять будет одна из таких, как ты говоришь, неожиданных засад со всех сторон. Вот, короче, в ангаре, да, залазишь вот на трубу, и вот здесь вот лежит этот тайник, все. Странно. Неожиданной засады не случилось, даже удивительно. Как это разработчики могли упустить такой шанс? Еще раз поднасрать игроку. Что тут происходит? Вроде бы и кого-то жрут, но вроде бы не меня, так что непонятно. А, ну здесь вот есть труп. И здесь есть второй труп. А, понятно, кого жрали. Неожиданно. Это у тебя с лутом зверья такие правки? У меня эти гады не лутаются без ножа вообще. Да, я сделал, чтобы можно было с кувалдой лутать.
Конкретно к этой фиче лутания монстров с ножом ничего против не имею, но мне чисто она не нравится. Вот чисто это, вот чисто мне не нравится и все, так что... Я сделал как мне удобно и все. Сдохнешь, говоришь? А где ты? Нельзя тебе аптечку дать, не обессуй, слышь. Зря, короче, вот эту еще фичу вырезали, что раньше можно было врагов лечить, и они друзьями становились. Зря вырезали, реально зря. Ну, чем она мешала? Нормально была фича. Душа. Нормально. Ладно, давай все брать, мы все равно в бар идем. Блин. Что-то я это завтыкал. Думал, что раз сталкеры ходят, то они завалили всех. А они что-то не. Это да, фича-то хорошая, но после 1000 игров, наверное... После 1000 часов, наверное, достает. Да, достает. Конечно, каждый человек, у него свое, как бы, видение. Кому-то нравится. Но мне, например, не нравится. Это тупо потеря времени. Чисто вот с этой фичи, да, я согласен, что это типа реализм, как бы без ножа ты не отрежешь. Часть монстра, да, это даже логично, то есть вот с этой стороны вообще никаких претензий нет. Но я в игру пришел для того, чтобы играть, а не для того, чтобы стоять и ножиком чикать части мутантов. Типа, ну зачем? Я играть пришел. Я хочу чисто погонять, что-то там пройти, расслабиться там. А потом зайти, потом выйти из игры и пойти заниматься другими своими делами. Я не затем пришел, чтобы чикать ножичком части мутантов по 10 секунд, когда он ее отрезает. Кстати, вот эта фича, когда он ее отрезал долго еще и не мог двигаться, это вообще была жесть. Это еще в ОП2 пытались вводить, но потом игроки все-таки так наехали, что ее убрали. Или не убрали, не помню. А, убрали, да. Потом вот эти вот бессмертные NPC, которые тебя валят чисто вот просто с полтычки. И без 90% выносливости или хотя бы 80% в этот мод вообще играть нереально. С комфортом. Тебя просто будут все сливать. На тебя чихнули, ты сдох. На тебя пернули, ты сдох. И так на каждом шагу. Я еще когда в команде был, об этом говорю, что надо такие вещи делать опциональными. Здоров! Как вот сейчас сделано, нормально в опциях, кстати. Тем более с правками движка это вообще без проблем. Вот, пожалуйста, какие хочешь опции есть. Любые, какие хочешь. Настраивай как хочешь. Вот, что угодно есть. Почему нельзя было то же самое сделать для вот этих вот засад? Или хотя бы, если не для засад, то хотя бы, чтобы они такие бессмертные, сука, не были. Почему нельзя сделать опцию на то, чтобы, допустим, холодное оружие не ломалось? Это же бред, как оно может сломаться-то? Нет, сломаться оно может, но... Если, например, взять кувалду. Как можно сломать кувалду? Кто-нибудь пробовал сломать кувалду? В реальности. А лом?
Как вам такое, что лом тоже ломается? Здесь же есть ломик Фримена, и он, сука, ломается. Как можно сломать лом? Кстати, получается, что тебе со временем все легче и легче играть, когда комбез появляется, а вначале, наоборот, очень тяжело. Ну да, это все моды так. А у вас, кроме водки, ничего нет? Блин, так не смешно же. Итак, Опять сапожище хреново. не знаю, брать что-нибудь, не брать. Тем нету у этих. Аномальная граната. Давай возьмем. Аномальная граната, неплохие патроны. Это все-таки может и вороненок выпасть. Что еще? Вот послушайте, мужики. Не буду ничего брать. Короче, все вот эти спорные моменты, я считаю, что надо выносить в опции, чтобы каждый человек просто зашел в эти опции и тупо выбрал, как он хочет играть. Хочет посложнее, пожалуйста, включил, чтобы было посложнее, или отключил наоборот, как оно там будет работать. Хочет полегче, сделал себе полегче. Потому что если делать вот так, что никакого права выбора нет, то это аудиторию только уменьшает у мода. Это уменьшает аудиторию. А вот эти фразы, что типа «наш мод не для всех, кому не нравится, пусть не играет», это тупо, короче, ЧСВ. Типа я хочу так, а как вы хотите, нам насрать. Неправильно так считать. Что мы хотим вот так, значит будет вот так, и вы будете играть вот так. Если они хотят, чтобы было вот так и никак больше, то пускай делают мод для себя и все. ОП 2.1 вообще пока лучше в этом плане, так много настроек не видел нигде еще. Ну не скажи, взять тот же Call of Chernobyl на ЗП. Там тоже настроек очень много, правда, геймплейных настроек, да, там не очень, по-моему, их вообще нет. Но вот всякие такие мелочи, там много чего можно настроить. И это я только один назвал из того, во что я играл. Вот такое, знаете, А ведь есть еще куча модов на основе Call of Chernobyl. в зоне черный сталкер. В них тоже эти настройки есть. Где-то больше, где-то меньше, но есть. Да, правда, в коке делать толком нечего. Ну, потому что кок это не сюжетный мод, это именно платформа для мододелов, чтобы на основе ее создавались какие-то другие проекты. Я тоже хотел, чтобы ОП 2.1 был такой же платформой для создания каких-то проектов. Поэтому я подключил кучу локаций, я их заселил, я наполнил их там ящиками, всяким таким лутом. Короче, куча всего, вот, что необходимо для любого мода, то есть какое-то окружение. Но почему-то остальные решили так, что лучше закрыть все, не давать никому распаковывать архивы и просто как собака на сене. И сам не гам, и другим не дам. Ладно, обещаю, что в 2.2 будет уже открытая сборка. Ну, надеюсь, это будет так. Надеюсь. До того, как стать кровососом, ты За Локи будь величайший здоров. респект Есть тебе. разговор? Слушаю. Налоговая. Ну, спасибо. Ну, это не только как бы я мод делал. Остальные люди из команды тоже многое сделали. И
по значимости не меньше, например, там оружейка, например, новые сюжеты, переделка квестов. А человек, который движком занимается, он вообще вот от меня ему просто респект пожизненный, потому что он реально этот движок, вот кто играет в мод, он этого не видит, ну и микрофризы тоже это портят, но он реально просто вылизывает движок, он его так оптимизирует. Я вообще не понимаю, как это работает, потому что я даже никогда не занимался движком. Но вот он реально в теме, и он реально просто берет и каждую мелочь вылизывает, чтобы она работала как надо. Это вообще респект. То есть вот ты берешь, да, тратишь свое время и просто за бесплатно, можно сказать, делаешь такую работу. Тот движок, который в 2.1, он сейчас вообще, если залезть внутрь, он абсолютно не похож на движок Тень Чернобыля. Стандартный. Это другой движок. Точно так же, как он и не похож на движок даже Зова Припяти. Он намного лучше. Сюда только осталось добавить новые рендеры, новые графические плюхи, которые актуальны. И это будет реально... Это будет новая игра. Это будет Stalker 2. Это просто реально будет Stalker 2. Что за бандит? АТП... О, на АТП мы идем. Мы все равно на АТП идем. На свалку... Нет, на свалку мы не идем. За счет того, что вот этот движок очень хорошо отлажен, то есть стало реальным, что вот эти все локации, которые я наподключил, они хотя бы нормально работают, то есть с ними можно работать. И не возникает постоянных вылетов всяких. Потому что, если взять аналоги, тоже есть мод такой, Большая зона. Там абсолютно никаких, по-моему, движковых правок нет. По крайней мере, раньше так было, сейчас не знаю, не скажу. Так вот, если кто-то играл в этот мод, там постоянные фризы, там постоянные лаги, там постоянные вылеты. А к середине прохождения мода все заканчивается тем, что заканчиваются доступные ID, которых там 65 тысяч с лишним. И игра просто больше не запускается, потому что сейвы не грузятся. Здесь эту проблему решили новыми рюкзаками, потому что все предметы, которые находятся внутри, они исключаются из игры, и для нее больше не существуют, пока ты их не заберешь оттуда. Поэтому там такой интерфейс не графический, но я думаю, ради такого можно как бы привыкнуть. Вот сейчас переходят на 64-битный движок. Я надеюсь, что там это ограничение, если хотя бы не снимут, то хотя бы увеличат раза в 2. Я думаю, этого вполне будет достаточно, как минимум на какое-то количество лет. Интерфейс очень даже хорош, тем более есть сортировка по типу предметов, это ж круто, да? Есть такое там? Есть такое. Вообще, если честно, то есть я как бы раньше тоже против рюкзаков был из-за интерфейса, то есть мне было неудобно. Мне больше ящики нравились. А сейчас я вот в эти рюкзаки смотрю, и мне реально больше нравятся рюкзаки. А в ящик я захожу, думаю, да ну нахер эти ящики. Так что ждем 2.2 и надеюсь, там самая главная проблема с микрофризами будет решена, потому что микрофризы, они реально чисто портят весь геймплей. Они просто как минимум половину удовольствия просто убивают.
Даже у меня, учитывая, что я любитель солянки и ее преемников, прям вот вообще. Я всегда в нее играл и буду играть дальше. Но микрофризы это жопа. Это жопа. А если там еще и решат проблему с этими ID, то есть увеличат лимит хотя бы, это вообще будет. Тому человеку, особенно кто занимается вот этим всем по движку, ему чисто респект пожизненный будет, все. Этот получше вал. Ему и так респект пожизненный, ну там будет ему, не знаю, дважды респект пожизненный, не знаю. Что-то типа этого. Да, я был на янтаре и не продал дробаши. Молодца. Молодца. Вал тактический. Вал тактический оставим, он кому-то понадобится. Убитая СВД. Ну все. А, еще вот это. Вообще чат активизировался. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Ну, да, как бы он для того и нужен, чтобы общаться. Я потому и стримлю, что мне скучно теперь проходить в оффлайне. Я проходил, когда 2.1 в первый раз, я прошел где-то до середины и забросил, потому что мне стало скучно. Так я сижу, я могу пообщаться. Что-нибудь рассказать, что-нибудь узнать. Костя, ты чё? Ты чё зафризил? Костя, не спи, замерзнешь. Педик. Это ж прикольно, когда можно, да, с кем-то, да, пообщаться. Практически в онлайне, ну, не считая задержки стрима. Чисто проходишь игруху и общайся. Че, плохо разве? Нет. ОП-2. ОП-2 я прошел до конца, 2.0 который. Да, я его прошел до конца, и мне как бы скучно не было, но это было давно, то есть это было первое прохождение, поэтому мне скучно не было. А 2.1 это же считает тот же ОП-2, только с небольшими добавками. А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы речь. А это опять же, как понятно, И не радиации тебе. все равно идет в минус. Если ты один раз прошел этот мод, то все равно тебе будет уже не так интересно, если ты решишь снова это сделать. Баллон с коллоидным газом у меня был. 2 ремкомплекта получил. Небольшими добавками. Ну, небольшими. А какие большие добавки? Ну, давай, расскажи. Написано, так оно и будет. Вот давай, бот Николай, вот расскажи. Только все добавки вот большие, которые не касаются локаций. Пить как охота. Потому что изначально ОП-2.1 должен был быть Да что без ты новых локаций. Вообще ни одной не должно было быть. Новичков нынче, что собак нерезанных. Понимаешь, да? И все они лучше стариков знают. Квест про библиков на болотах жесть. Квест про библиков на болотах был в 2.0. Мясо такое Он не изменился. здоровый, что прям свертела. Скворчащий, сочный. Изначально в 2.1 локаций быть не должно. ЦЗ очень много, работа над движком и интерфейсом. Да, есть такое, но опять же.
Система CZ изначально меняться была не должна. Тот уже хабар пошел. Не тот. Систему CZ, то есть добавить новые CZ, предложил в то время я. Квасу б сейчас холодного. Типа я сказал, типа, почему вот многие НПС, они не задействованы. Вот почему. То есть ты их один раз, у них выполнился квест, и все, ты больше про них никогда не вспоминаешь. Типа давай сделаем циклические задания, добавим их новым НПСникам. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Ну и пропер такой, ну давай, что типа. Но у меня типа времени нет, давай типа, короче, ну начинай, разрабатывай проект. Ну а я что, я и разработал проект. Он уже реализовывал его чисто в техническом плане, а все тексты, все награды и прочее, кому что, кто дает, это я делал. Правда, награды порезали, но это уже не мой косяк, а другого человека. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Я и друганы мои. Награды должны были быть получше. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертела. Куда прицел делся? Сочный. Новичков нынче, что собак нерезанных. Так вот, кому обязаны мы. Лучше стариков. Ну не только мне, я же делал только проект, то есть тексты, допустим, ЦЗшек там, у кого они будут, что принести. Ну и награды. Награды порезали, на другой разговор. А технической реализацией занимался пропер. Но вообще этого в плане разработки не было. Не было системы ЦЗ, не было локаций. В стае. Что еще? Звери по цвету шкуры. Про что там еще писали? Как разбойники. Работа над движком и интерфейсом. Ну, То ли нас движок не знаю, может быть, отменяют. этот человек бы и пришел тогда в команду. Человека им Ну, всё, что высморкаться. Пожрать бы чего хорошего. я не помню, по-моему, я его пригласил. Я, конечно, не претендую, короче, на объективность. Может, я уже просто забыл, это давно было. Но, по-моему, Колбасу и батон мы с ним общались, и я ему предложил, типа, вот ты движком занимаешься, типа, давай, короче, к нам в команду. Это нормально вот прям будет. Ну, может быть, он и по другим причинам пришел. Вот. Я на самом деле сейчас уже не скажу, это надо у него спрашивать. Кому интересно, пишите ему, спрашивайте. Так. Скидываем Вот вал он, да. тактический. День коту под хвост. И юсасы скидываем. Хабара никакого. ПКМ скидываем. ППШ скидываем. Нож скидываем. Да. Вот ведь как грустно. Максим Рыскулов, всем здорово. Здорово. За неделю подошли гоплык. Опять сапожище хреновые подсунули. Да-да-да-да, молодцы разработчики, ты молодец, разрабатывал для нас мод. Ну, я только с локациями занимался, и там графическими плюшками всякими. Ну, систему CZ, то есть, ну, как бы внешний каркас. Что на роду написано, так оно и будет. Ничего, нормалек. Прорвемся. Потом я еще модельки новые добавил, НПСников, то есть разнообразил. Вот как я показывал уже сегодня. Ничему некоторые и учиться не хотят. Тех же чистонебовцев. Их не было и не должно было быть. Никто этим не занимался. Это я чисто Аномалии. уже сам чисто взял и добавил. То есть Кроме бабок. по умолчанию. Я вот делал локации, я чисто вот добавил НПСников и уже в этой сборке чисто и скинул. А так этим никто не занимался. Никому это не надо было. Чё там Бастион, оружейку вылизывал, потом Акил, что он делал? Он новыми сюжетами занимался. А, кстати, вот, по-моему, он, да, вот эти вот внезапные засады придумал. Ну ладно. Человек так хочет, ладно, пускай будет. Ну точно звери по цвету шкуры.
Одни как разбойничали, так и разбойничают. Кто там еще был? Ну, Нас от зоны то ли движок, понятно, движок. солдаты, блин, тоже. Там Человек Андрюха решил, занимается. Ну и сейчас, по-моему, занимается движком. что настроение хуже не бывает. Он же сейчас как бы возглавляет разработку. То есть, после того, как Пропер свинтил, он начал все это дело координировать. Ах, неохота мне за Аптечки. хабаром сегодня плестись. Ну и, конечно, не уверен, но, по-моему, их слишком до хрена у меня. Хотя нет, аптечек много не бывает. А колбасу и батоны нынче хреново и старо делать. Выкладываем. Новичков нынче, что собак нерезанных. Выкладываем. Все они лучше стариков знают. Рюкзаки. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Так, 40 ПДА. Мне нужно 40 ПДА. В гамачке, Ой, блин, книжкой толковой. Я дебил, я не в тот рюкзак складываю. Молодец. Кусок бы мяса такой, Да. здоровый, чтоб прям свертела. Фейл. Фейл. Скворчащий, сочный. Позбивались тут в стае. Ну, точно А я думаю, а почему так мало здесь всего? А я не в тот рюкзак складываю. Молодец. разбойничают. Другие то ли Молодец. нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. А колбасу и батоны лучше хреново и старо делать. Так, что там? Вот что тебе больше всего в модах нравится? Собираю статистику. Вот. Люблю на свой Кому? дом, Мне? чтобы речь Или кого ты спрашиваешь? лес рядом. И ни радиации тебе, ни тварей, ни Не знаю я, что больше мне всего нравится. Я просто играю в мод. Если он мне нравится, то он мне нравится. Вот солянка мне нравится. Я в солянку играл еще, по-моему, с 2008 Вот ведь как грустно все. или с 2009. Это там еще какие-то древние версии были. Вот чисто как-то увидел ее и решил, что типа вот мне это по кайфу все. Чисто по ощущениям. Потом по ощущениям вот также мне нравится на Зов Припяти SGM. Причем больше всего мне нравится версия 1.7 с Geonesis аддоном. Вот это тоже вещь. Правду о нем говорят. Из чистого неба, ну, таких прям модов нету, чтоб прям нравились. Ну, вообще предпочитаю проходить ванильную версию с ОГСМом. В гамачке, да с книжкой толковой. А так больше никаких модов на чистого неба я и не проходил никогда. А если и проходил, то это было очень давно. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. Поэтому я и присоединюсь к разработке, что это типа мой любимый мод. Не ОПшка, не ОПшка. Про ОПшку я не говорю. Солянка. ОПшка это солянка. Что не говори, это солянка. Та солянка, которая реально была еще с древности. Все выходит. С тех же самых 2008 годов. И она такой же и осталась. Потому что все, что добавила ОПшка, это там всякие мелочи типа мутантов. Ну да, появились новые квесты всякие. Но главная сюжетная линия осталась соляночная. Все, что добавлено ОПшкой, это вспомогательные квесты. Они даже не воспринимаются на уровне ощущений как полноценные сюжетные линии. Здоровый, чтоб прям свертело. Скворчащий, сочный. Да. Вот ведь как грустно Как-то так. всё выходит. Рюкзаки. Ой, ПДА. Зачем я ПДА-то выложил? Нет, ПДА мне нужно 40 отсюда штук. не скроешься. Так, по 10 это у нас Написано, Ctrl так оно и плюс дабл-клик. Ага. Есть такое дело. ругатель такой. Правду о нем говорят? Или брешут? Так, что там? Меняющие лица, нравятся моды, прям где хардкор квесты, где прям очень объемные, там где взрывы в этой игре мне нравятся, все где взрываются, волны мутантов идут. Понятно.
А чё меняющие лица? Если тебе нравятся хардкор квесты, возьми этот DDR, поиграй. Вот это хардкор мод реально. Я как-то пробовал в него играть, ну, по-моему, на второй день я его забросил, потому что слишком заморочено все. Здоровый, чтоб прям свертела. Скворчащий. Несложно, просто заморочено. Это реально просто долго. Слишком долго Почему некоторые ты делаешь всякие бессмысленные вещи, которые американского насмотрелись. в игре абсолютно не нужны, по моему мнению. Ты ему про- Но это опять же мое мнение. про хабар. Кому-то Ничего нравится. хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Пить как охота. Квас Было бы это вообще все опциональным, я бы ничего не говорил. в нос шибает. Опа, кто-то заспавнился в баре. Чё, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут насколько небо копчу. И Надеюсь, это не враги. мои прорвемся. А то будет мясо сейчас. Эту игру я выбрал, прям очень клевая игра, мне нравится. Ну да, здесь есть такое, но не слишком много. День коту под На хвост. чистое небо грустненько, малогодного очень. Ну да, такая часть получилась, то есть проходная. Не учится Как бы ничего, у нас есть и учиться. классический ТЧ, Кино который американского насмотрелись, и самый первый, и на него больше всего модов, потому что он как бы больше всего, ну просто по классике идет игра. И у нас есть в конце Зов Припяти, который уже не такой классический, но который самая актуальная на уровне технологий и времени игра на тот момент. Ну, я имею в виду от Сталкера. И поэтому на нее тоже довольно много модов делают. А чистое небо это то, ни рыба, ни мясо. То есть это уже не классический ТЧ и не современный Зов Припяти. То есть как бы можно теоретически на него что-то сделать, ну зачем? Просто зачем? Хотя графон по сравнению с чистым небом в Зове Припяти порезали. Выглядит уже не так круто. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Так, ну что, по-моему, я все в баре сделал. И теперь надо А колбасу идти и батон нам обратно. вообще хреново и старо делать. Найти тайник охотника. Сбивались тут в стае. Ну точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали. С Костей как надо разбойничали, побазарить. Во, другие чуть не то ли забыл. нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Ничего. Ладно, пойдем с Костей базарить, если что. Сейвлад сделаем. Сколько небо копчу. Чисто по классике. К слову, я очень много модифицирую чистое небо. Там много хороших компромиссов в техническом плане. Никто из модмейкеров не берется просто потому, что слишком предубежден к ЧН. Я бы не сказал, что модмейкеры предубеждены к ЧН. Просто чистое небо, оно само по себе не воспринимается как полноценная игра. Не понял, а где Костя? Вот даже я знаю, что чистое небо в техническом плане довольно хорошая игра, но я ее не воспринимаю как полноценную игру. Просто вот нет такого ощущения. Не понял. О! Воспринимается только вот Тень Чернобыля как вот именно полноценная игра. И Зов Припяти. А чистое небо вот хоть убей не воспринимается. Я тебе так скажу, что в некоторых вещах он значительно сильнее ЗП в техническом плане. Я знаю. Я как бы тоже не какой-то там хер с горы, а я все-таки тоже разрабатывал много чего. И не только для ОП-2.1. Так что я знаю, что технически Чистое Небо довольно хорошая игра.
Я говорю, на уровне ощущений она не воспринимается как полноценная. И из-за этого восприятие ее и считают как бы, то есть она хуже остальных. Чисто из-за этого восприятия, это чисто психология. Так, нашел тайник на агропроме. Надеюсь, следующий легче будет искать. Ну, не знаю, не знаю. Как говорится, без труда не выдернешь и рыбку из пруда. Что, не пропала еще охота тайники искать? Взялся за гуш, не говори, что не дюшь. Давай следующий, нечего разглагольствовать. Вот это другое дело. Следующий тайник на янтаре. На территории завода он должен находиться, поищи там. А где именно, не сказано? Извини, точной информации нет. Ладно, найду и так. Да, кстати, возьми ПДА из тайника на агропроме. Ну, удачной охоты, сталкер. На янтаре в трубе, скорее всего, поискать стоит. Где-то он там, точно говорю. Ну, это мы знаем где. Чистое небо по атмосфере вообще топ. Да, атмосфера там хорошая. Обычно хрень несут, они критику проченные. Ну не знаю, кто что несет, я сказал, как я это воспринимаю. То есть чистое небо не воспринимается чисто на уровне ощущений, как полноценная игра. Я при этом не говорю, что она там плохая, там, или какая-то кривая, или еще что-то. Хотя с технической стороны, да, если сравнивать, то это, да, самая кривая игра из всей трилогии. Одни 10 патчей чего только стоят. То есть это само за себя говорит. Но сама по себе игра неплохая. А если говорить по техническим всяким моментам, то особенно графика там хороша. Еще есть? Конечно есть. Слышь, ты сюда иди, да? Взяла, свалила. О, там еще и кабанчики. В принципе, я тебе даже могу сказать, почему чистое небо не воспринимается как полноценная игра. Потому что там те же самые локации и только новый сюжет. И то даже локации не все, которые были в ТЧ. Именно поэтому чистое небо не воспринимается как полноценная игра. Чисто поэтому. Ну падай. Зато какие локации, да, согласен. Но возьми кучу модов на тот же Тень Чернобыля, на тот же Зов Припяти, где локации не хуже, а то и лучше. То есть максимум чистое небо воспринимается как мод на Тень Чернобыля. Не как полноценная игра, как мод. Она не воспринимается как платформа для моддинга, потому что она сама воспринимается как мод на Тень Чернобыля. То есть, вот по этой причине люди так ее воспринимают, я так ее воспринимаю, игру. Не как полноценную, а как какой-то мод просто. И, кстати, между прочим, по поводу модов. Если залезть в чистое небо в ресурсы, то технически она реально мод. То есть там все те же ресурсы Тени Чернобыля остались. Они даже не вырезали их. Просто они накатили, короче, новый сюжет. Немного локаций поменяли. Там в 3D редакторе. И все. Ну и движок там еще. И все, вот вам, пожалуйста, новый мод получайте.
Новая игра, то есть. Так. Блин, сколько написали. Так. Они пустынные, везде что-то стоит, что улучшает атмосферу. Вот, Николай, вот что конкретно мне не нравится в чистом небе. Так, левел дизайн, возмушка и слабый сюжет. Эти вещи максимально запороли, убив атмосферу сталкера на корню. Лав. Ну, я про стандартные, а не про модовые говорю. Но атмосфера-то есть, но явно не та, какую вкладывали изначально в книжную серию в релиз. Скорее на атмосферу какого-нибудь Battlefield похоже. Есть такое, да. Война группировок, это даже ощущается как... Не просто как мод на сталкер, а как просто какой-то шутерный мод на сталкер. С тем же успехом можно поиграть какого-нибудь серьезного Сэма третьего. Если взять современные моды, то все фишки, которые были в чистом небе, то есть, они как бы уже даже и перетащены, растащены. Они есть в модах на Тень Чернобыля, они есть в модах на Чистое небо. Эти все фишки, они просто уже давно разобраны и давно просто используются. Разве что кроме графики, но это потому что это движок. То есть таких людей, которые могут взять и подключить к движку новую графику, их на самом деле, если и немало, то уж они-то за бесплатно точно не будут это делать. Это на самом деле специалисты довольно высокооплачиваемые. Им деньги платят немаленькие. Там даже счет не на $1000 идет, а на десятки тысяч, если не сотни, у отдельных определенных личностей. И я как бы это не придумываю, пожалуйста, возьмите, зайдите в Google и сами почитайте. Найдите любую компанию, которая делает хорошие игры, подчеркиваю, в плане графики. И чисто поинтересуйтесь, вот кто там занимается вот этим графическим моментом и сколько он получает. Конечно, вы точных цифр не найдете, потому что контракт обычно запрещает распространять публично информацию о заработке. И если подумаете, то поймете, зачем это, в принципе, нормально. Но примерные цифры вы найти сможете. То есть такие люди, они явно не пойдут в сталкеры, не будут подключать к движку новые фичи графические, да еще и бесплатно. Так, что там? Диалоги. Да. Лучи красивые, да. Графика хорошая, я же говорю, в чистом небе хорошая графика. Она даже как бы и сейчас довольно неплохая. По поводу настройки смарт-терренов ты говоришь, вот абсолютно та же схема используется в Зове Припяти. Другой вопрос, что тебе кажется, что она использует, что она не такая, потому что на самом деле пыс они просто уже задолбались, они конвейер игр делали, они задолбались, просто не стали там какие-то кучу схем делать, какую-то симуляцию вводить, а на самом деле фундамент там такой есть. При желании можно сделать там такую же симуляцию, как в чистом небе, без проблем. Там те же скрипты фактически, там те же конфиги. И даже движок там поддерживает все вот эти инструкции, только там графику чуть-чуть порезали.
Несмотря на то, что там добавились новые рендеры, графика там порезанная. В Зове Припяти. Так, чё? О, смотри. Ладно, раз уж пошла такая пьянка, то давай и возьмем квест на уничтожение бандитов. Так, это тоже. Так, убрать всех, кто находится на территории АТП. Все. Экзоскелет сталкеров, сигареты. 178. Печальный косяк, начинается отсутствие ступеней в квестах, они отсутствуют. Но это опять же, это не техническая проблема, а чисто потому, что они решили забить на это. Как в Зове Припяти они забили на вот эту всю симуляцию, точно так же в Чистом Небе они забили на квесты. Им просто надо было быстро выкатить игру, чтобы продать на ней и срубить бабла. Это стандартная ситуация для любой большой корпорации. Несмотря на то, что они не такая уж и большая корпорация по сравнению с остальными, но все равно. И вот этот вот неправильный подход, он как бы считается нормальным почему-то. Хотя у нас есть примеры, причем адекватные примеры, которые сейчас существуют, что можно работать по-другому. А если кто не знает, что за примеры, то это вот CD Projekt Red. А если кто не знает, что такое CD Projekt Red, это создатели Ведьмака 3. Это просто создатели 3-го Ведьмака, которые сейчас выпускают Киберпанк. Они и зарабатывают бабло, и в то же время у них как-то получается, чтобы игроки были довольны. Странно, да? То есть, как бы, по идее, кто-то может подумать, ну да, это ж большие деньги, типа, по-другому не получится, либо так, либо к людям. А вот нихера. А если посмотреть на CD Projekt Red, то оказывается, что все-таки по-другому можно. И бабло зарабатывать, и нормальной компании себя показывать. Человечной по отношению к своим клиентам. А не как остальные, которые считают любого игрока чисто кошельком на ножках. Почему, интересно, так? Чё, охерел? Обходить он меня вздумал. Ух, блин, понаписали это в чате, пока я бандитов разваливал. Так, что там? Далеко не вся. В ЗП даже банально нет глобального лайфа, технически ни PC не могут переходить между локами. Про функционал смарта вообще молчу. Опять же, они забили на это, они могли сделать это легко, они могли это тупо СТЧ взять, но они забили, потому что им надо было быстрее выпустить игру и срубить бабла.
Да, там не очень, конечно, удобно сделали в Зове Припяти по поводу всякой симуляции. Ну а что делать? Не забывайте, что у нас сейчас открытый движок, и можно любую вещь тупо перетащить и сделать так, как, допустим, вот здесь вот движок в 2.1 сделан. То есть взять те же выделения предметов. Чего? Он где? Он где? Дебил. С технической стороны сегодня нет никаких проблем. Сделать вот этот движок OP2.1 просто самым лучшим. Но, во-первых, кто этим будет заниматься? Потому что кто сейчас занимается движком, у него и так времени ни на что не хватает. А во-вторых, опять же, как я уже говорил, вот такие люди, которые занимаются графикой, они за бесплатно не работают. Есть, конечно, исключения, но это опять же такие исключения, которые правила подтверждают. Так, ядрить ты их как семечки пощел. Ну блин, 90% пулестойкости, это как бы уже жить можно. Ах ты ж ёб. Где чё? Внутри стоишь, да? А где? Я не понял. А, да, внутри. Ой, блин. Когда я сохранялся? О, нормально. За мной 2 болотных твари бежит, я убегаю. Да завали их, чё? Не советую в воду заходить на болотах. Только хуже сделаешь. Стелсовый бандит. ОГСР тоже годный движок. Кстати, в ОГСР много графических плюшек подключили. Я предлагал их перенести на 2.1, но не захотели. Не захотели люди это делать. Движком у нас занимается только один человек. И он сказал, что ему некогда. Понятно. Все еще печальнее. Офигеть, убил 2 болотных твари, выпало 2 красных щупала. Легко. Красные щупальца, они теперь не скриптово выпадают, как раньше. А это отдельная часть монстров, которая выпадает с определенной вероятностью, с определенных монстров. То есть теперь нет такой проблемы, что этих частей мутантов ограниченное количество в игре, и плюс они еще и исчезают. Допустим, при перезагрузке. О. Есть. Пацаны! Ничего не выродилось. Хорошо. Так, что там? Я уже расправился. В чем плюс АГСР? Так в том, что он много ништяков позволяет сделать. Смена рукавов можно адаптировать от, например, атмосфер ТЧ в рукопашную. Да, есть такое. Но вот эти все фичи, там надо в движок лезть. А по поводу движка я уже сказал, у человека времени нет на это. Он занимается именно техническими моментами.
А по графике он не умеет. Правда, что смену рукавов, что новую погоду сложно адаптировать лично мне, новичку в моддинге. Ну, естественно, новичку все сложно. Я когда с локациями начинал работать, мне тоже сложно было. Мне пора уходить. Всем удачи, хлопцы, удачи, надо стримить. Давай, удачи. В принципе, уже даже почти 4 часа стримим, так что... Возможно, через пару часиков уже и пойдем. Хотя посмотрим, как пойдет дело. В принципе, еще рано. Так что теоретически можно и больше, чем пару часиков постримить. Сейчас выброс пройдет. Продолжим беседу. Хотя, в принципе, уже звука нет этого. Графика ВП-2.1 для ТЧ неплоха. Согласен, неплохая. Но вся графика ОП-2.1 построена не на движке. В движке в плане графики абсолютно никакой разницы нет. Здесь новые текстуры, чисто новые текстуры, новые партиклы, ну или переработанные старые. Опять же, графический пак, который я делал для ОП-2, я вшил в 2.1. То есть, если сравнить оригинальную графику ОП-2, фактически как в оригинале, этого Тени Чернобыля, и сравнить графику в 2.1, разницу увидите. За погоду через движок вообще не понимаю. Нет, подожди, какая погода через движок? Погода не через движок работает. Погода работает через конфиги и через скрипты. Там в движок лезть не нужно. Когда адаптировали новую погоду для ОП-2.1, добавляли, никто там в движок не лазил. По крайней мере, именно для того, чтобы погоду адаптировать. Может и были какие-то правки, но это скорее всего уже вторичное, то есть можно сделать и без этого. В каком моде ты такое видел? Что я видел? Я же говорю, движковой погоды нет. Или ты про что? Где погода через движок? Я такого не знаю. А, ты про ОГСР, что ли? А, нет, блин. А, ты про ОГСР. Я думал, ты про ОГСЕ говоришь. Который вот раньше вышел. Там же тоже новый движок. ОГСР это как раз 64-битный движок. То есть, вот эту фичу 64-битность из него взяли и добавили в 2.2. Сейчас вот как она, который тестируется, это 64-битный движок уже. Не знаю, что они там еще добавляют, но вот это они точно взяли.
А учитывая подход Андрюхи к движку, то я думаю, там явно будет что-то годное. Это 100%. Я имею в виду не погода через движок, а графическая реализация в OGSE. В OGSE добавили много графических плюшек. Даже связанных с рендером. И вот эти плюшки, они позволяют сделать погоду еще круче. То есть, ну и графику вообще в целом. Ты играл в OGSE? Если не играл, то поиграй. Ты увидишь, какая там графика. Сколько там графических всяких дополнительных плюшек есть. Мне кажется, проблема x64 в том, что там лучше, когда у тебя комп мощный. Естественно. На 32-битном компе у тебя и не пойдет 64-битный движок. Татьяна, привет. Как жизнь? Соли залипуется. Андрей, который адмирал. Нет, Андрей это который Винсор, который занимается движком в 2.2. О, кстати, да, по поводу адмирала. Он же там тоже такие плюхи делает графические, что вообще охренеть можно. А он их без ковыряния движка делает вообще. Так что, если кто не знает, можете найти даже на официальном сайте вот его, который OP2. Он там есть. И его моды там есть. И там реально графика вообще четкая. И это все делается без движка. То есть, если движок взять, то и прибавить вот эту графику, то это вообще будет просто топ графика. Он в их команде? Нет, он не в их команде. Адмирал сам по себе работает. Не, ну он вроде в каких-то командах участвует, но точно не в ОП. Хотя, сейчас я даже и не скажу, не уверен. Может быть, уже и участвует. Ну, нам на кордон теперь. Нет, нам не на кордон теперь. Я опять как дебил забыл про ремкомплекты для Сидора. Опять бежать обратно. То есть, если взять и подключить к тому же вот этому движку 2.1 новые рендеры, подключить к нему вот эти дополнительные модули, которые современным графическим плюхам соответствуют, то это уже будет топовая графика. А если еще и, допустим, таких людей, как Адмирал, еще к графике присоединить, чтобы они работали, то это вообще будет с точки зрения графики вообще топ игры. Никакие Ubisoft там или Blizzard даже и близко стоять не будут. Не, ну может и будут они близко стоять, но сравнивать-то тоже надо понимать, что Ubisoft и Blizzard имеют миллиарды и огромные команды, а тут просто несколько человек работают за бесплатно. Да, у Андрея очень хорошо получается. Я в курсе. Да. Это да, есть такое дело. По сравнению с его модами графическими, вот этот графический пак, что я делал, это то же самое, что сравнивать, короче, ну не знаю, как какие-нибудь индейцы, короче, вырубают из ствола дерева лодки каким-нибудь там каменным ножиком, и как на заводе люди делают нормальные, то есть полноценные изделия.
И в этом случае я индеец, а он нормальный, современный, короче, разработчик. Ты че красивую графику не сделать даже с этими всеми шейдерами и рендерами? Ты уверен? Я бы на твоем месте не был так уверен. Так, 2 контролера, ну вас нахер. Ну, ты уверен, потому что ты не видел, что он делает. Что он сделал поподробнее, много чего сделал. Если тебе интересно прям посмотреть на самый такой эффективный результат, то скачай FM мод, если слышал про него. Это сюжетный мод на Тень Чернобыля, который весит всего 7 мегабайт в запакованном виде. Там нет вообще абсолютно никакой графики, там нет ничего. И скачай для этого FM мода правки от Адмирала. А потом сравни, короче, разницу в графике между оригинальным модом и между модом с правками Адмирала. И потом скажешь, вот сюда придешь в чат, ну или на каком-то из следующих стримов, и скажешь, что с графикой Тени Чернобыля ничего нельзя сделать, чтобы она была красивой. И опять же повторяю, это все сделано без движковых правок. Если добавить еще современную графику, модули и рендеры, то это будет вообще четко. Это будет новая игра. Это будет игра с новой графикой, которая будет соответствовать даже самым придирчивым каким-то запросам геймеров. Так, ну вот мы и на кордоне. Так, пойдем сдадим Сидору ремкомплекты, а потом пойдем выполнять квест на халяву. Все равно нам надо потом будет возвращаться, докладывать Свеблову, так что лучше сразу выполнить. Есть что-то стоящее? Так, ключ, гаечный ключ. Сидор, ёпт, молоточки и ключики говоришь? Да там кувалды по 25 килограмм каждая. Я пока шел по зоне с одной наперевес, вызывал истерический смех у всех встречных. Вся живность в ужасе разбегалась. Но я тоже о размерах не знал. Хе-хе, да, ключи тоже только паровозы ремонтировать. Давай все сюда, да осторожнее выкладывай, на стол не проломи. Вечером схожу, разомнусь с кувалдой, крысу бункера погоняю. Забирай металлолом. С этими кувалдами только взводу Шварценеггеров возиться. Они как раз для ювелирной работы подойдут. Надеюсь, когда будешь этот хлам со стола убирать, спину не сорвешь. Говорю сразу, за фастум гелем из копыт кабана не пойду. Давай презент. Уф, действительно тяжелые. Петренко старый вояка, мне не доверяет, так что забирай только координаты тайника. Он где-то в забытом лесу. Иди после перехода на территорию прямо вдоль границы, никуда не сворачивая. А там увидишь несколько камней, один из которых плоский. Как арт хороший найдешь, значит и тайник нашел. Ясно, понятно. Тут он от кувалд плачется, но меньшиному дальше еще сейф 200 килограмм таскать. Есть такое дело. Так, нужно что-то еще у него или не нужно? По-моему, у меня были щупальца кровососа, не? Твою медь, нет у меня щупальцев кровососа, походу.
Но они могут быть здесь. Да, тут есть. О, кто ролик не видел, смотрите. Про кровососов. Пожрать бы чего хорошего. Да, вот ведь как грустно все выходит. Работай на меня, сталкер, и такого с тобой не случится. Да задолбал этот Сидор со своей рекламой по всем каналам. Сейчас пойду и сожру его. Васек, не ходил бы ты сейчас на кордон. Там как раз у Сидора заказ на щупальца. Вот, блин, засада. Что делать? Пойду на затон, на заброшенную лесопилку. Удачи. Да, еще 3-4 таких похода, как вчера. Да еще чтоб хабар не хуже. Вот, Петруха, что это он тут делает? Здоров, Петруха, как дела? Не понял. Петя, что случилось? Ух ты ж, ёпта, подкромсали. Ты чё, на кордон ходил? Бедола. Не переживай. Через месяцок новые отрастут. Да. Вон, смотри, Васек с лесопилки возвращается. А с собой-то что случилось, Вася? Да ничего, все нормально. Кардан, инструменты для грубой работы. Что там у тебя, Вась? Рашпиль? Не получит, говорит, кардан инструменты. Да, не повезло сегодня с Асаном. А вот не хрен лезть, куда не следует. Ну, лузеры. Говорит, во лузеры, ящик водки прохерачил. Все. Да, задание на сейф это усяка. Кстати, если кто не знает, вот этот ролик, который сейчас был, этот ящик можно реально найти. И он находится в забытом лесу. Его можно реально найти, этот ящик. Там 20 бутылок водки будет валяться. Правда, я точное место не помню. Я в прошлом прохождении его нашел, но я не помню где. Чисто просто помню, бегал, херак, вижу, водка валяется. Потом смотрю, что это из того ролика. Так, ну продать. Продать что? Ну, не знаю. Ничего не продать. О, можно поподробнее про ящик? Ну, я же уже сказал. В забытом лесу можно найти этот ящик с водки. Из ролика с кровососами. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Типа пасхалка от разработчиков. Но точное место я не помню. Он в забытом лесу, вот здесь вот находится. В лесу. Где-то у границ. Где-то у границ. Я помню, что у границы его нашел, но где точно я не помню. Там кровосос дохлый валяется, и рядом водка. Да, да. Вот это из того ролика. Это пасхалка, типа. Отсылка на ролик этот. Ну что, пошли халяву выполнять. Все-таки я выложил, да, карту? Да, карту я выложил. Печаль. Ну, спасибо, будем искать, очень сталкер. надо. А зачем? Зачем искать-то? Татьяна, тебе зачем столько водяры-то? Подозрительно.
Пойдем. К халяве. Наград за достижение. Да ну так-то говно. Опять 2 пачки патронов будет лежать или вообще одна? У нижней границы? Вот Татьяна, более конкретная наводка. У нижней границы локации, говорит Максим Рыскулов. Слушай, я не знаю. Да ты достал мне сбивать прицел. Такой мелкий и такой педик. А, вот оно. О, я же сказал вообще. 3 патрона, блядь, просто лежит в рюкзаке. 3 патрона, сука. Награда за достижение. Абсолютно бесполезные награды, вот реально. 3 патрона просто. Какой бред. Надо контрику, надо ЗПД крота шерстюку. Она у меня очень быстро заканчивается, не могу собрать. Противные еще и верещат противно. Да, тушканы. В смысле, а почему ты не можешь водку собрать? О, точно, там же наемники на насыпи, да? Ну их можно завалить. На нас никто не обидится за это. Ща, погоди, Татьяна, развалю тут наемников и скажу, где можно водку взять. Так. Тут где-то еще были. Один, что ли? Ладно, походу один реально. Короче, по поводу водки. Ты уже проходила этого, как его, Седова, который прилетает на АТП. На Агропроме сначала прилетает, потом на АТП. Ты проходила уже его? Так вот, у Седова в каждый его прилет есть 20 бутылок водки в продажу. Братцы, выручайте! Наемники зажали на ферме! Завалил! Кладем их всех! Кроты тебе! Все выжили? Отлично. Так, собираем все и Пидоровичу продадим. Так, все живы, да? Халява молчит. Это какой-то Артур Масон тоже молчит. Ну ладно. Скупила у него на агро, да, АТП еще не дошла, не получается играть в разъездах. Печально. Так, не понял, а куда ты тогда дела-то эту водку-то? Я вот как раз на агро купил у него водку и потом сразу пошел шерстюку отдал. На что можно еще водку тратить? Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему.
Усё. Наемников развалили. Как часто прилетает седой? 2 раза. На агро прилетает после центрального комплекса, после документов. И на АТП после выноса бандитов и убийства Шныры. Так. Сверху снайпер. Да нет там уже снайперов. Я так понимаю, что вот эта фишка с седым, она должна была быть потом в качестве развития. Архара хотел ее сделать как торговца, которого можно вызывать в любое место зоны за определенную сумму. И продавать ему все, что ты насобирал. Но он куда-то пропал, мод не закончил, так что это осталось только 2 раза, что он прилетает. Он же сам говорит, что я типа мобильный торговец, могу в любую точку зоны по вызову прилететь. Но сразу же он говорит, что сейчас типа я тебя не знаю, ты меня не знаешь, так что сначала поближе познакомимся, то есть какие-то дела вместе проведем, а потом я уже посмотрю, можно ли тебе доверять и давать тебе возможность такую или нет. Так, твоя просьба выполнена, майор. Чем отблагодаришь? Да видел уже, как ты лихо перестрелял наблюдателей. Ну, мы сделали вид, что ничего не видим, ничего не слышим. Молодец, спасибо. Но спасибо в стакане не булькает, верно? Возьми от меня боеприпасов немного. Наймов покрошить для меня всегда в радость. Они меня достали не меньше твоего. На кордоне еще их не хватало. Пойдет. Зато водка у него не дешевая, да. Мне пришлось, короче, ему все, что я насобирал в центральном комплексе, слить. И еще и не хватило. Еще и 20 косарей я еще доплачивал своих денег. Но это того стоит, потому что водка это дефицит. И лучше сразу ее купить, чем потом где-то добывать, хер пойми где, как, откуда. Так, оба заключенных мертвы. Койот присоединился к какой-то банде. По-видимому, они нападали на сталкеров, которые направлялись к ученым для продажи артов. Про хоря мне добавить нечего. Ты хорошо поработал, одной головной болью меньше. Как говорится, собакам собачья смерть. Получен предмет АЕК штурмовой. Так вот, еще по поводу водки. А, что тут, подожди. Блин, что-то я и не помню, куда дело. Отдала за компромат. 3 недели не играл. Ну, бывает. Так, может, ты в нычку выложила? Я тоже в нычку предметы выкладываю, потом забываю, где они лежат. Хорошо, что на нычках метки стоят, хоть можно определить, что там лежит-то. Так, ну у меня ничего нет, так что я пошел. По поводу водки, водка еще продается у торговцев на болотах. Можно купить бутылку или 2 у Василия, и можно купить бутылку или 2 у этого Суслова. Но там, опять же, только максимум 2 бутылки ты можешь купить, но обычно у них одна, но зато она как бы дешевая, там, по-моему, 1100 рублей одна бутылка. Так что имеет смысл ее покупать. Я вот покупаю. Шо это ты тозик не отдал Петрухе? Потому что нету у меня нулячего тозика. Нету. Про тайник Кости мне не надо говорить, у меня не было тозика в тайнике Кости.
У меня там был только... Ну, короче, у меня было все, кроме тозика там. Обменять же можно. Можно, ну, мне как-то есть чем заняться пока. Хотя сейчас глянем, на что там можно обменять. Так, тут халява бродит. Тос у кого-то за арты обменял. У Сидора можно обменять. Да я знаю, что можно обменять, просто мне как-то не до этого было. Ну, давайте посмотрим, что он хочет за тозик. Что при... Снаряжение, оружие. За вспышку. Вспышки. По-моему, у меня нет. Да, вспышки у меня нет. У Сидора за арт можно водку получить. Можно. А арты где брать? Это либо варить арты, либо где-то их находить. А много ты не насобираешь. Да-да, у него. Ну вот я же говорю, за вспышку. Вспышки у меня нету. У меня там в ящике лежит тозик поломанный и стволы на запчасти. Я хотел починить, но у меня не было черной энергии, да и сейчас нету, так что опять же как-нибудь потом. Не такой уж это и серьезный квест, чтобы из-за него что-то париться, быстро его бежать выполнять. Что он там даст за него? Артмод, по-моему, он даст за него, еще какую-то херь. И все. И еще у него ЦЗ откроется. Но это ни о чем. Это несущественно абсолютно. Так, пойду-ка я. Так. Просто минуснуть задание, чтоб не висело. Ну, у меня столько заданий висит в ПДА, что одним больше, одним меньше, вообще насрать. О, здравствуйте, лаги и низкий FPS, давно я вас не видел. Лучше стариков знают. Да. С черной энергией беда тоже, у меня 2 вспышки было, я и обменяла. Ну да. Что собак нерезанных. С черной энергией не такая беда, потому что когда дойдешь до янтаря,
Сахаров продает. У него есть 15 черных энергий за раз ты можешь купить. По 1500. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям... То есть с черной энергией все гораздо проще, чем с теми же вспышками или вывертами. Кстати, экзоскелет наемников он хочет. А что ты мне за него хочешь дать? Лапа медведя, крутые патроны и неплохие патроны. У меня есть экзоскелет наемника? Нету. Ну и пошел нахер. О, Винни-Пухи. Блять. Это уже взрослые хейтеры. Карлики это хейтеры школота, которые, а вот это уже взрослые хейтеры. Вот эти вот. У тебя уже был замес с библиотекарями? Не. Замеса не было еще. Не помню, когда он появляется, но в первом прохождении он у меня был. Замес. Правда, я не помню, когда он появляется. Ты дурак? Один остался. А где он? Баклажан, ты где? Ладно, не знаю, где он. И, конечно же, я забыл Питеровичу продать то, что она собирала. Молодца. Уже должен быть. Я его... Чего? До дикой территории выполнил. Может быть, сейчас появится после задания с халявой, я не знаю. Сука, ну где здесь вода? Что за бред? Как я вообще воды коснулся? А вот что у нас тут? А тут у нас АК-104. АКМ. Не, все-таки правильно. Он стоял в домике, но он почему-то решил на меня забить. И я его не заметил. Ну ладно. Он как-то с информатором связан. Чего? Болтным сидором? Что это значит? Не понял. Да, неважно. Рано или поздно появится этот квест, тогда и будем думать. Че сейчас-то париться? Нету и нету.
На болотах, как всегда, веселье. Да, то есть там никого не смущает, что снорки прям по деревне бегают. Спокойно у костра сидят. Ну, ладно, снорки там что-то прыгают какие-то. Ну, прыгают и прыгают. Почему бы и нет? Нормально, да? Да, нормально. Слышь, что тебе надо от меня, а? Что ты за мной бежишь? Ну ладно. Так, пойдем Свеблову сдадим квести. Мычат что-то, слюни пускают. Верно. Вот и лезут мысли подобные. Я вот думаю, может, Принимай эти грибы. данные Вот мастера 3 Гара штуки. поставили поле какое-то И давай современное, мне которое стирает мозги. Как наждак. патроны к пулемету. Вот вернусь. После такого везде хорошо будет. В любой дыре. Задание на фотке будешь выполнять? Бля, опять я забыл про фотки, реально. Ты вкусный. Да ГГ вообще вкусный, блин. Тут может быть полная локация врагов. Так как на этом было. Где-то вот недавно это было. Что куча наемников, куча монстров. Все на меня бегут. А, металлургический завод. Во. Сейчас Все на меня бегут. набежала. Во. Хотя в боевых вопросах они Кровососа зафоткали. ничего не скажешь. Действительно, почему бы и нет? Ну, наемники и наемники, Есть да, что-то это ладно. Типа неинтересно, короче, Слышали мутантам. легенду о темном сталкере? Какие-то наемники, что-то там. Вот, смотри, водка. Мне её 2 рассказал бутылки. ветеран под большим секретом. Ну, Через хотя неделю нет, у него по 3000 почему-то. Может быть и я. А, ну насрать. Завтра погибну. Вот у него продается водка, продаются аптечки и сигареты, кстати, продаются. Я тебе советую сигареты, Татьяна, тоже покупать, потому что это тоже вещь Удачи! нужная в моде, но попадается нечасто. Можно только Вот купить. молодец, живой пришел. Рад тебя И видеть. вот точно так же у этого одна бутылка вот есть. И вот это еще купим. Ну да, все. Самому, что ли, играть научиться? Монтировка 45к. Нормально. Кусок арматуры согнутый 45к стоит. О, кормилец! С чем пришел? Черт, Свеблов, ну ты послал меня, тихо и мирно посиди. Ага, меня всегда эти слова смущают. Что случилось? А я знаю, сначала сидели и тихо базарили. Вдруг все за стволы, ну пришлось вмешаться. Не боись, жив твой халява. Фу ты отлегло, ну блин, чувствовал же. Эх, ну ладно, возьми кое-что. Че он мне дал? Слушай, Свеблов, так-то говно ты мне дал. Зачем мне твой комбинезон ССП Вега? На кромке приплюснут. Ветерком оттуда тянет. Листики летают по спирали. Кстати, вот кому нужен был вал тактический. Все, хорошо. Камушек спокойно упал на грунт, как будто там нет никакого... ПДА наемника Джокера забыл. Ну и я в раз вспотел. Чуйка подсказывает, что это особняк. Давай возьмем его, Тихонько подползаю. чтоб было. Рефлексы, мать его. Вот, кстати, у него новые ЦЗшки на всякие там части монстров. Камушки, которые покидывал, аккурат впиши. Моя сталкерская методика сваливать надо. А я нет.
усраться. Значит, волынку на колени поклал. И усраться, блин. Тяну руку в трамплин к одному скажу. Прикиньте, а? Холод. Ты шо покупаешь? Купи у меня пистолеты, а? Не сработало. Но меня откинуло метров на 5. Зря, конечно, камешек трогал. Пистолеты. Еще пока летел, видел, как Калаши купи. стукнулся, отключился. Но камень я... Что за хрень, эй? с собой тягаю. Вот так. Зона. Да мы все теперь... Кстати, у него деньги не бесконечные. Тут всего не упомнишь. Ну это да. Мод огромный вообще. Мод огромнейший. бы не пошуровал никто. Принести посылку Дэну. Ну пойдем. Кстати, у нас же еще квест на поиск вертолета, а вертолет у нас находится здесь. Блин, придется полтергейв валить, чтобы пройти. Ну ладно, а что делать? Ни хрена себе изоморфы их валят. Это я понимаю. А, он подраненный, походу, был. Еще один полтергей. Иди нахер, понял? Есть. Какие падшие? Не знаю, про каких падших ты там говоришь. Полтергеи, вот они. Вот эти вот. О, ну да, куда ж без вас-то? Квест с наймами, да. Этот квест. На землю, сука, говорит. Эй, сталкер, я проник в твое сознание и понял, что ты отличаешься от других людей. Помоги мне, и я достойно вознагражу тебя. Я хочу вырасти, но для этого мне требуется регулярно пить водку. Приноси мне бутылку минимум через 12 часов. За каждую 10-ю получишь награду. Сегодня я уже пил родимую. Приходи завтра. Ничего себе. Такой маленький, а уже алканавт и ругается похлеще бандитов. Согласен. Так, это достойно скриншота. Даже можно, не знаю, как-нибудь вот так вот сделать. Вот так, да. Вот так вот зафоткаем сейчас. Пройдет эффект. О, так, да, нормально. С открытым ртом. Сейчас еще. Прикол. Джейджи Треус, привет, брат. Hi, Джейджи Треус, what's up? На полнах, говорит. Да уж. Забавно. Чё? Где?
Ай, твою медь, полтергей. Эй, блядь, какие полтергеи. Лютый похититель на свая в виде зомби. О, блядь, их двое. Фу. Подожди, подожди. Сейчас, да, я поближе подойду. Не-не-не, подожди, мне надо. Мне же сюда надо. Все. Все. Что за хрень? Бля. С чего меня пробивает? Даже аптечку пришлось юзать. Вас ничего не смущает, алё? Ходят они по воздуху. Да. Ну все. Наемники уничтожены. Бесит рыжий триус. Завтрак. Breakfast. Not bad. И что у меня есть? У меня, в принципе, есть что-то, да. Под 7,62. Давай заюзаем то, что не жалко. Момент, сейчас отойду.
Так, поехали. Вертолет надо уничтожить, да? Посмотрим, как тебе понравится зажигалка. Неплохо. Чего? Твою, он что, у меня кувалду спер? Как это вообще получилось? Я кувалда их не мочил. Это как? Охренеть, теперь кувалда поломанная. Да. Где я нахожусь здесь? Я не знаю, где я нахожусь. Ну, рядом. Как моя кувалда к ним попала? Как это работает, я не понимаю. Когда залазил, он выбил. Так я ж ее в руки не доставал. Или доставал? А у нее, походу, автоматом достал, да. В руках держал. Ну, круто. Подожди. Ой, блин, это еще и до контролера. Ну ладно, там ничего такого не случилось. Эй, сталкер, я проник в твое сознание и понял, что ты отличаешься от других людей. Помоги мне, и я достойно вознагражу тебя. Я хочу вырасти, но для этого мне требуется регулярно пить водку. Приноси мне бутылку минимум через 12 часов. За каждую 10-ю получишь награду. Сегодня я уже пил родимую. Приходи завтра. Да. Контролер-алкаш. Ничего себе. Такой маленький, а уже алканавт и ругается похлеще бандитов. Есть такое. Прикол. Если по воздуху ходят, чему тут удивляться? Ну вон, народ говорит, что у меня в руках кувалда была. Хотя я ее не доставал. По крайней мере, я ее не хотел доставать, это точно. А, ну да, действительно. Твою медь, тупая ты херня! О, отлично. Взял меня в воду, столкнул. Вот педик. Ну чё, как тут обходить-то? Все равно в воду попаду. Блин, опять до максимума. Придется аптечку юзать. Да заебал ты! О.
Побазарь мне тут. Прыгался ты, парень. Это ты допрыгался. И чё? Куда они пошли? Еще двое. Еще один. Да упади ты уже, не вставай. Ну хотя бы кувалду не выбили. Непонятно как. Хороший калашик. Быстро развалил. О, ящички. И еще ящички. О, прикольно. Энергетик валяется. А вот и декодер. Тот самый. Ай, сука. Ну шо, вертолет, давай до свидания. Вот так. Да, зажигалки хорошо разваливают технику. Надо экономить. Ни хрена себе. Так, ну теперь у нас остается... Ух, ни хрена себе. Да, надо же свой хабар забрать, сходить. Сейчас еще раз глянем, что за квесты надо выполнить. Так. Кстати, багги. Багги надо выполнить. Кстати, в баре был, а флешку не отдал. Прикольно. Ладно. Нам все равно сначала надо забрать хабар свой. Другой вопрос, что как мне перебраться, опять придется мне радиацию ловить. Очень это печально.
Но что делать? Быстрее выводись, да? Вот. По-любому там сейчас опять контрики будут. Или не будут? Да, да, конечно же не будут. Где контрики? Пиво радиацию выводит? В натуре, что ли? Да где? Ага. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Твою мать. Как это работает, а? Нормально. Как он так быстро херачит, я не пойму, а? Это тут у тебя биомасс нету. Да, я могу нацепить арты на пси-защиту, но мне чисто лень. Контрики плюс биомассы? Да. Если без защиты полезешь, это сразу смерть. Но теперь я знаю, где они. А это значит, что смерть будет им. Вот как он у меня увидел, а? Как это работает? А, так их там двое. Вот оно как. Тогда ладно. Ну хотя бы электричку не зря кинул. Несколько зомбаков завалило. А вот, кстати, и водка.
По-моему, все. Кстати, вот еще дохлый зомбак лежит. Блин. Кто проходил вот этого мелкого контролера? Есть смысл ему водку носить? Что он дает? Какую награду? Что там такого ценного? Бля. Вроде бы просто тайники и все, ничего не потеряешь. Просто тайники это в смысле как с трупов снимаешь или что за тайники? Так, ну на металлургический завод мне больше не надо. Как с трупов? Ну и нахер тогда он нужен, этот контролер. Время тратить, вот это каждый день бегать туда. У меня и так, в принципе, все есть. Максимум достижения, которое нахрен не нужно. Понятно. Чисто для ЧСВ, короче. Как и все достижения. Особенно, конечно, радует достижение за прохождение всего мода без читов. Ну и зачем? Чисто терпеть вот это все, короче, вот это все извращения, да, вот этот весь мод, короче, проходить. Просто для того, чтобы получить строчечку на экране, что вы прошли, вы крутой. Ну зачем? Я как-нибудь воздержусь. Есть разница между ты крутой и ты дебил. Если ты не видишь, как бы... Не, наоборот, если ты видишь смысл в том, чтобы проходить такой мод и добровольно соглашаться на все унижения, которые с тобой проворачивают разработчики, то ты не крутой, ты дебил. Опять же, ну, это личное дело каждого, конечно. Есть люди, которым нравится, когда им больно делают, там, всякие игры ролевые, но вы поняли, о чем я. Ну, это их дело. Если им нравится, то почему бы и нет? Вот лично мне на это достижение насрать. Тем более, что вряд ли мы пройдем ОП-2.1 до конца. Скорее выйдет 2.2, чем мы этот 2.1 до конца пройдем. Тем более еще и на стримах. Зачем столько шмота таскаешь? Ну, потому что могу, почему нет? На продажу потащим, что получится. Что? Найти 10 бутылок водки и отнести шурупу. Понятно.
Отлично. Ух, ничего себе, я перегруз себе заработал. Ладно, давай тогда скидывать стволы, которые... Ну, вот это, например, скинем. Убитый. 38, 44, 41. АК-104 скинем. Гроза 21%. Ну, грозы дорогие. Их можно оставить. Что еще тут есть такого? Вот 44%. 593,2. Ладно, давай. Грозу скинем. Все. Пойдем к Дэну. Отдадим ему посылку. И вроде бы больше квестов на болотах у нас нет. Здорово, Педик. Нормально. Я прям внутрь псевдогиганта запрыгнул. О, что тут происходит? Псевдогиганта, тебя на всех плотей-то хватит? Ты чё тут делаешь? Не, плоти вы измените, но вы не в моем вкусе, так что это. Так что, ну без обид, короче. Не понял. Лапа псевдогиганта весит кило 30, охренеть. Кило 30! Просто лапа псевдогиганта. А, ну у нас есть сладкий хлеб. Можно сладкого хлеба бахнуть и будет нормально. И что же нам скажет Дэн такого интересного, а? Причем по поводу контролера самое интересное, что он типа сказал, что я тебе буду давать награду за каждую 10-ю бутылку. То есть ему надо сначала 10 бутылок принести, а это надо каждые 12 часов как минимум приходить на болото. Потом еще где-то водку найти, 10 бутылок ему принести. И за это ты получишь один тайник. Не, ну это дебилизм. Так, ну что, Дэн, принес я ПДА, как и обещал. Молоток, теперь можно и бартером заняться. Все, я понял. Это бартер. 10 бутылок дороже будет, чем тот тайник, что ты получишь. Да. Причем по стоимости может быть и не дороже, а вот по затраченному времени реально будет дороже. То есть это надо время тратить, считать как-то вовремя приходить на эти болота. Еще у тебя должна быть водка всегда. Зачем? За один тайник? Ну даже если там будет 10 экзачей. Хотя ладно, 10 экзачей это еще ладно, можно было бы. Но там же будет стандартный тайник. Экзач там если и будет, то только один. Нет смысла. Так, Дэн, что там было? Еле выбросят. Держи, вот шлем какой-то. Так, если не ошибаюсь, это, в общем, по-моему, нам здорово повезло. Молодчина меченый, держись, меня причитается. Я покопаюсь пока, а ты позже подходи. Объясню, что это такое. Да, Архара просил передать тебе, дело есть, зайди к нему. Вот, Архара просил передать.
Я все-таки вспомнил, там точно простой тайник и достижение. Понятно. Ну, может быть... Нет. Все-таки нет, не будем мы это выполнять. Я хотел сказать, что может быть когда-нибудь, когда не будет чем заняться, можно будет выполнить. Но, во-первых, мы точно не пройдем мод до конца. К тому времени выйдет ОП 2.2. Но, во-вторых, чтобы в этом моде было нечего делать, это надо его сначала пройти. Это явно не одна неделя, даже не месяц. Короче, нет смысла. Руки излома, печень крыла, на брюхо таракана, коготь химеры. Что есть? Есть 6 рук излома, есть печень крылана. Что тут началось? Долг этот Когтей химеры нету. Брюх таракана тоже нету. Короче, давай посмотрим, что он выдает за это. Все, блин, под контроль. Урод. Рука излома. Неплохие патроны. Печень крылана. Обычные патроны. Ну, давай руки излома тогда. Да блин. Рука излома. Все. Изоморф дал. О, неплохо. Ты думаешь, ОП 2.2 так быстро выйдет? Думаю, лет 5 выходить будет. Ну, посмотрим. Кстати, а что по обмену? Хвосты слепышей можно, бошки тушканов и контролеры. О, кстати, руки контролера меняет на картечь. У нас есть сколько? 7 рук контролера. По-моему, неплохо. И... О! Дает за 2 руки 2 пачки картечи и 2 бутылки водки. Ну, кстати, неплохая награда такая. Это хорошо. Ладно, что у меня там еще есть? Замучился бегать за грызунами. Держи хвостики слепышей. Все. Так, значит, на обмен. Давай здесь оставим один рюкзачок и скинем сюда нужные ему части мутантов. То есть, так, сейчас, это у нас руки изломов, потом печень крылана. Кстати, печень крылана надо 2 оставить для Акима. И 2 руки излома. Ну ладно, руки излома насобираем, наверное. Ну ладно, пусть будет. Потом хвост собаки. Что еще там было? Голова тушкана. Голова тушканчика. И руки контролера. Ну ладно, рука контролера пусть останется. Иногда хочется скачать и перепройти, но вспоминаю, как мучился и сразу перейду. Чё? Что это за блядство? Чё происходит? Чё? Чё это было? Хотя вначале достаточно интересно, но потом уже этот дебильный сюжет НС с этой молнией, мертвым городом. Ну, сюжет-то еще не дебильный, а вот эти дебильные засады, это да, дебильно. А еще потом начнутся дебильные тайники за локацией, под локацией, над локацией, в жопе локации, в пикселе какого-нибудь, не знаю, там, очка тушкана надо там будет найти, там, тайник, еще где-нибудь. Да, это было странно, как я взлетел, ведь что за херь была.
По-моему, меня тайник так толкнул. Нормально выходишь, так подлетаешь на крышу. Ничего необычного. А ну. Ну да, скорее всего. Очень похоже на то. Сколько я прошел, не помню, чтоб горел от тайников. Я от тайников тоже не горел ни разу. Но тут сама идея, то что тайники находятся в таких местах, это, ну, это тупо. Это тупо. Там ничего горящего такого особо нет, но это тупо. Это просто тупо. Тем более я эти тайники без правок вообще не ходил искать, потому что там заберись на пиксель балкона, там найди там что-то такое, потом под определенным углом прыгни. Такой тупизм. Я не знаю. Чё? Понятно. По-моему, у нас остался только багги. Багги. Да, вроде все. Вроде ничего не забыл, но если забыл, то кто помнит, говорите, что я забыл. Хотя да, там под самый конец, когда играю пушкой, нужно лестницу себе строить. Не знаю, не помню такого. Но я давно проходил 2.0, так что... Скорее всего, я просто не помню. Да ты и гонишь. Рофил какой-то. Блин, какой уебанский вид от третьего лица. Хотя от первого лица ни хрена не лучше. Правильно, да, давай, падай. Нормально, нормально. О, а в машине радиация не прибавляется. Вот это, конечно, хорошо. Ага, строишь ее, бюрер ломает. Жалко тут на тачках ущербно кататься. В Лост-Альфе одно удовольствие. Да, согласен. На самом деле все тачки, которые здесь есть, я их добавлял. То есть вот был, да, баги только, допустим. Насколько я помню, был только баги в ОПшке и буханка на АТП. А, еще КамАЗ на АТП был. Причем в эти машины садишься, и тебя радиация херачит. К слову говоря. А, ну да, стоп, стоп, стоп. Выходи, выходи, блядь! Фу. КамАЗ в темной лощине, я тебе говорю про ОП-2, а не про 2.1. В 2.1 я уже тачки добавлял на локации, на новые. В основном. Ну и не только на новые. Я-то думал, что систему эту доведут до ума.
Чтобы хотя бы как в том же Lost Alpha было нормально. Или там куча на самом деле есть модов, где нормально работает транспорт. Даже банальный, сука, зона поражения, который в 2007 году вышел, там можно ездить на машине и давить зомби. 2007 год. А здесь, если ты в кого-нибудь врежешься, я вон на Урале кровососа хотел сбить в темной лощине, врезался в кровососа, Урал полетел в небо вместе со мной. Это как, нормально? Что-то мне подозрительно. Вот, блин, вот, пожалуйста, чуть-чуть это и занесло, и все. Он на вкус проехал и занесло. Ну, нормально, чё. Для нормальной езды нужно левый дизайн переделывать, чтобы всякий мусор не мешал. Сначала надо нормальную езду сделать. Тем более не везде же надо ездить на машинах. Да что происходит с этой... Ай, блин, какой тупой баги. Что? Как он едет? А, ну да, вот еще и полтергейт тут у нас, да? О, как я обожаю транспорт ОП-2.1. Твою медь. Куда я вообще еду? Я вообще не понимаю, куда я еду, как я еду, блядь. Как оно работает. Ой, бля. Ой, ёп, блин. Хорошо, что тут только до кордона ехать, а то бы я расхерачил точно это все. Кстати, здесь надо сразу сохраниться, потому что я не знаю, как на аномалию среагирует. Это баги. Ой. Ясно. Баги никак не среагировал, а вот броню мою он вшатал. Понятно. Так вот, по поводу левел дизайна. Учитывая, что многие новые локации из Lost Alpha, а еще учитывая то, что они, сука, огромные, вы просто, не знаю, вы не представляете, насколько есть огромные локации, которые я подключил. Вот там без машины ты будешь бежать полдня. Ты один раз, если туда придешь и пешком пробежишься по этой локации, ты охереешь и больше никогда не захочешь туда возвращаться. Никогда. С тамошним управлением машины я бы не хотел из нее вылазить. Машины, да, там хорошо, я помню же. Я же играл в Lost Alpha. Я почему локации из Lost Alpha потянул? Потому что я в нее сыграл, я ее прошел, и мне понравились локации. Фу, проехал. Мне локация с учеными очень понравилась. Это какая? А, вода есть. Это билдовский янтарь. Но его я брал не из Lost Alpha, его я брал из... Я уже не помню, как этот мод называется. Что-то там Lost World, что-то там... что-то. Короче, вот там вот. Прям такой вот янтарь мне понравился. Там и воды много, то есть вот красиво выглядит. До того, как поменяли текстуру воды и была синяя вода, вот это было очень красиво смотрелось все. Понятно. Это реально было красиво. В Lost Alpha янтарь какой-то не такой на самом деле. Ну,
Может быть, он там и качественнее. Но мне он не понравился. Не помню, как там название ученого. Научная станция локация, что ли? Я же говорю, это янтарь. Из вот этого мода, как он на Lost World и что-то там. Ну, древний, очень древний мод. Я помню, я в него играл, я еще в школе учился. Или в универе. Что-то такое. Янтарь из OLR и Lost Alpha очень похожи, да? Так это ж одна локация. Это же билдовский янтарь. Какие там должны быть различия? Я ж не просто так брал и дергал локации все подряд. Я сравнивал, если были какие-то похожие локации, я сравнивал и выбирал ту, которая мне больше нравилась. Вот, например, стройплощадка. Эта же локация есть в пространственном пузыре. Я его тоже проходил чисто из-за этой новой локации, чтобы посмотреть, что там вообще такое за локация. И сначала я хотел взять оттуда ее, но потом я побегал в Lost Alpha и увидел, что там локация больше по территории. То есть они открыли некоторые заблокированные места, которые в локации из пространственного пузыря закрыты, куда не пройти. Поэтому я взял ее. Единственное, только деревни нету в этой. В Lost Alpha-ской версии. Ну, это херня. Тем более, это все можно взять и сделать самому. Да я твой рот шатал, блин, тупой багги. Ой, как же ты, сука, ездить-то будешь, а? О, нормально. Вот как надо в баги правильно ездить. Что вы вообще понимаете в вождении там, а? Вот. Вот правильно. Вот, все, смотрите. Все, нормально. Так же и руль удобнее держать, и все. Вообще без базара. Все. Вот так надо ездить в машинах. Чё вы там как дебилы в кабину залазите, что-то там двери закрыли. Вот так сел и поехал, смотри, как удобно. Прохладно, все видно, обзор хороший. Ну, чё, неплохо? Неплохо. Вот. В кабину зачем-то залазить, блин. Да, вот этот Lost World, вот это слово, которое я не могу прочитать, если честно. Не потому, что я тупой в английском, потому что я просто не знаю, как оно читается. Еще D6, вроде бы там, где душекуб торчит. D6 это локация абсолютно новая. Ее сделал один тип из деталей уровней метро. Я еще на стадии разработки этих локаций, когда он их только делал, то есть я у него спрашивал, когда будет готово, типа я хочу добавить в OP2.1 эти локации. И вот как они вышли, я их сразу подключил. Там две локации было, D6 и вторая локация, там, короче, куча тоннелей. Но локация тоже прикольная, из уровней метро сделана. Называется она в моде, я уже не помню, как она здесь называется. По-моему, служебные туннели, что ли. Она не задействована в сюжете. Ладно, неважно, как оно читается, насрать. Этот мод уже давно мертв. Этой локи разве нету на МК форме? Да, он там же выложил эти локации. Как он выложил, я их сразу скачал и подключил.
Ох, короче, вождение транспорта в этом моде. У меня же голова заболела, реально. Пока я ехал на баге, у меня теперь голова болит. Это жесть. Ох, серьезно, прям херачит. Не знаю даже. Ой. Конечно, если так... Если так ездить на транспорте, как он сейчас ездил, то не такое будет. Так, стоп. А какого, простите, хуя? Почему у Сидора нет диалога? К бункеру торговца. Так, блин, он тут наверху стоит. Чё, ты дебил, что ли? О. Меня херачило только от биомассы. Интересно, как НПС со стороны смотрит, как меченый матерится и ушатывается в столбы и падает в воду. Ну, так-то никак, потому что это боты программные, что они могут там думать. О, поехали! Все. Топовая посадка просто. Кто знает песню «Без посадки авто нет»? Вот. Вот это как раз тот самый случай. Ну вы поняли. Ладно. Это жесть. Отлично. Великолепно. Просто великолепно. Веселье продолжается, да, продолжается. Но как еще на это реагировать? Есть. Ну что, Сидорович, пригнал я твой баги, забирай ключи. Пока ехал, всю задницу себе отбил. Ну да. Если на крыше ехать, то не только задницу отобьешь. Так это же не лимузин, чтобы разъезжать со всем комфортом, с кожаными сиденьями да климат-контролем. Это тебе за мою малышку. Нормалек. Слушай, Сидорович, ты мне мало дал. За то, что я пережил, ты мне должен, не знаю, как минимум в 5 раз больше дать. Пестик на столе Сидора тоже через allspawn спавнится. Да. Такие вещи можно двумя вариантами своими. Либо через allspawn, либо в самом SDK при поставить и потом скомпилировать локацию. Но локации я не компилировал. Так что это... Хотя... А ну давай проверим. Проверим, давай. Не знаю. На самом деле не знаю. Может и через allspawn. Тут еще более-менее. В новом арсенале Сидор просит трактор, чтобы поле распахать. Ну блин. Трэш-моды, они и в Африке трэш-моды. Конечно, новый арсенал не совсем трэш-мод. По сравнению с теми же какой-нибудь Тень Вонючки или там что-то с Челябинском какой-то мод есть. Шо allspawn, шо SDK, темный лес. Ну, если сравнивать их, то allspawn это такой, короче, ну лес. То есть представь себе, короче, небольшую рощицу деревьев из 10, ну и там пара кустиков в ней. А SDK, если по сравнению с allspawn, это, короче, дремучий лес, где завалено все, короче, сгнившими деревьями, старыми, умершими.
Кусты везде непролазные. И там такие деревья, что аж свет не пропускают. Вот это СДК Яоспаун. Так. Я что-то продать хотел. Да, когда-то хотел, а теперь уже даже что-то и не хочу. Что ж делать? Чё ты рычишь, блин? Пойди на своем баге покатайся на крыше. Новая арсенал не трэш-мод в плане оружейки, а так трэш-мод. Я ж поэтому и сказал, что не совсем трэш-мод. Один сталкер у другого спрашивает, а знаешь, какая машина самая сталкерская? Нет, отвечает тот, какая? Ладно, я так понимаю, нам теперь надо к этому. Проводнику. А можно я баги возьму? Я хочу... А, все. Нельзя. Нельзя. Вот печально. Я хотел еще раз лицезреть это. Ну ладно, не сложилось. Что с Инферно? Просрал бандитов. Нету их нигде. На свалке нету. И где их искать, я не знаю. Ну, можно его купить через спаун-меню. Это как бы не проблема. Это очень плохо. Почему? Почему это очень плохо? Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Можно будет найти арт и все. Почему плохо? Я, насколько я помню, этот квест не критичный. По-моему, ты его приносишь, и тебе дают награду и все. А, ну, по-моему, еще карта у бандитов есть, но это херня, если честно. Можно будет... Опять же, через спаун-меню купить. Вдруг сломается что-нибудь. Да я не помню, чтобы что-то ломалось. Это чисто просто квест одноразовый. Единственное, что у одного из бандитов карта, которая вот по квесту Кузнецова. То есть, если мы ее, раз мы ее не нашли, то мы его квест не выполним. Ну, мне, если честно, насрать. Для начала игры АК Химика был бы кайф. Ну, не знаю. В первый раз я проходил этот мод. Я этот АК Химика, по-моему, запихнул в нычку сразу и никогда не использовал. Так что такое себе. То есть для него, насколько я помню, нужны 7,62 патроны. А в начале игры ты их хер найдешь. То есть в начале игры ты не можешь его использовать, потому что на него патронов нет. А потом ты его не используешь, потому что он уже нахер не нужен. Metal Detecting UK. Hello, Vinatu. How is it going, brother? Hi, Metal Detecting UK. Not bad. And you? 70% стволов просто в нычку ложил и забывал. Да? У меня точно так же. Я уже потом, по мере прохождения, менял стволы чисто из того принципа, что мне этот ствол надоел. Я, короче, вот возьму другой под такой же калибр, попробую его. Попробую с ним походить. Потом он мне надоедал, я возвращался там к нычке, брал себе другой ствол и продолжал ходить уже с ним. Здесь особой необходимости оружие менять вообще нет, кроме вот морального такого аспекта. То есть оно надоедает просто. Оно надоедает. Ликер Бейлис.
Обидно, конечно, наверное, Басти искал хорошие модели, а так они не вызывают интереса. Да. Он, кстати, об этом даже вот в переписках разработчиков говорил, что типа обидно. Вот, типа ищешь, а стволы просто складывают в нычки. Ну, а с другой стороны, а что вы ожидали, если в этом моде можно одинаково с ПМ хреначить, ваншотить, если нормально стрельнуть, или там с какого-нибудь навороченного пистолета? Это во-первых. А во-вторых, с таким количеством стволов, как их все использовать? Смысла как бы менять особо и нету. То, что делали квесты на тесты пистолетов, убийство тушканов, только с пистолета, все равно постреляли немного и с них дальше заткнули меч. Да, эти квесты как раз и сделаны для того, чтобы люди хотя бы постреляли с пистолетов, потому что никто не стреляет с пистолетов. Я пострелял с пистолета в начале игры немного. По-моему, до Агропрома или до... По-моему, после X18 я уже пистолет убрал. Вообще. У меня фотоаппарат стоит в слоте. Чисто фотик стоит и все. Куда я пошел, блядь? Так. Меченый принес? Да, держи свою карту. Я на своем опыте убедился в правдивости фразы. Хочешь что-то спрятать, положи это на видное место. Ну и что ты хотел мне рассказать? Ну, уважил. Слушай сюда. Доктор в тайнике группы Стрелка. Если ты тот, за кого себя выдаешь, то место знаешь сам. Есть тут прямой путь на Агропром. Сейчас через дорогу перейдешь за ферму. Мимо тоннеля по железной дороге. Увидишь два валуна. Между ними тропка нехоженая прямо к подземелью тебя выведет. Удачи тебе. Да, все. Спасибо, папаша. Ой, какие же вы дебилы. Да чё вы на эту собачку, блин, она вас боится больше, чем вы ее. Какие, видимо, стримы не посмотришь, у всех приблизительно одни и те же пушки. Модель проводника интересна. Ну, не знаю, квестовых персов это уже не я вставлял, это там народ что-то мутил. Ты куда пошел, слышь? Ну, да. Это, по-моему, это тоже кто-то или Басти, или Акил делал эти модельки. А, нет, там отдельный тип какой-то делал модельки. Конечно, я могу и ошибаться, но, по-моему, они кому-то... У кого-то их брали, то есть кто-то их еще делал. Я не помню, как уже его там ник. Да я поговорить с ним хотел, блин, посмотреть, что за здание. А он там агриться пошел. Найди мох, награда скрыта. А давай ради интереса, вот чисто ради интереса, дадим ему мох и посмотрим, что он за него даст. Так, готово. Так, он дает присоску, набор холодного оружия, Benelli M3 Tactical. Что за присоска? Присоска. Выносливость плюс 220%, грузоподъемность плюс 6 килограмм. Ну да, прикольно. В кавычках прикольно. На самом-то деле говно артефакт. Ну, вот по поводу оружейки, то есть это неизбежно при таком разнообразии стволов, неизбежно, что 99% этих стволов будут просто валяться в нычке. Или вообще даже ты их не увидишь.
Плюс за счет того, что модельки сами оружия практически никак не отличаются визуально. То есть, вот допустим, да, есть у нас... Что у нас есть, блядь? Ну вот те же калаши, да, взять разные. Ну, всякие разные калаши. Неважно, просто вот калаши взять. Они на вид примерно одинаковые. То есть у тебя даже с этой стороны нет какого-то стимула брать ствол и использовать его. Вот если, допустим, да, было такое, ты достаешь ствол, а у тебя, допустим, здесь скин какой-то. Как в КСе, к примеру. В КСе же не просто так скины сделали. Там скины как раз сделали для того, чтобы все оружие разнообразное люди использовали. Там же не каждый скин, то есть для каждого оружия свои скины же. То есть если хочешь посмотреть на этот скин, то должен этот ствол получить, его использовать. Ну потом еще скин купить, конечно, в магазине, это же другая история. А здесь что? Ну все стволы. Ну черные, ну... Не знаю, блин, ну... Короче, все черные. Вот, пожалуйста, да? Что это? Вот SG-шка. Опять же, такая же черная. Ничем не отличается. Поехали дальше. Что у меня еще есть? Бизон есть. Черный, ничем не отличается. Черный, ничем не отличается. Черный, ничем не отличается. Черный, ничем не отличается. То есть, вот это все просто. Все, что нужно знать об оружейке. Черный ничем не отличается. Черный с немного серым. Ну ладно, чуть-чуть отличается, но тоже не особо. Калаш. Ой, ну тут хотя бы рыжего есть немного. Ну ладно, допустим. Но все равно ничем не отличается почти. М4. Черный. Ничем не отличается. Штейр. Ну, здесь не совсем черный, но тоже особого как-то стимула его использовать нет. Что еще? М16. Можно даже вот так на свет стать, чтобы было лучше видно. Вот так вот, да. Черный какой-то с зеленым. Ну, такой темно-зеленый тоже. То есть, ну, не особо тоже. Что еще? М60. Черный, большой. Ну, ладно, пулемет. За счет этого отличается. Черный. Ничем не отличается от остальных. Штурмовой Абакан. Черный. Ничем не отличается. Мурка. Ну, цевьё немного рыжая тут. Но тоже ничем не отличается. Антикиллер. Тоже примерно такая же расцветка. Черный с темно-зеленым. Вот CZ550. То есть тут вот что-то похожее на дерево такое. Ну, сама по себе винтовка, она особо не нужна. Абакан обычный. Такой же черный. Отличие от штурмового, только в прицеле какие-то надписи там. МП5. Банальный МП5. Такой же черный, ничем не отличается. Ладно, пистолет вот есть, да? Ну вот, да, у нас есть пистолет. Беретта. Ну, беретта и беретта. Чё? Ну, пистолет и пистолет. Чё? Какой-то Кольт Кимбер Кастом. Ну, то же самое. Все то же самое. То есть они такой же расцветки черной. У них абсолютно визуально никакого отличия. У всех стволов абсолютно нет. То есть они все одинаковые. У них даже иконки, сука, одинаковые почти. Вот что еще тут? АЕК штурмовой у меня еще был, да? Ну, тоже такая же ситуация. То есть никакого отличия. Так что у меня здесь было?
У меня был УСАС. А где УСАС? А вот он УСАС. Кстати, УСАС бы починить бы надо. Вот так вот. И надо бы починить... Нет, это еще не надо чинить. Нормально. Короче, я к тому клоню, что абсолютно все стволы, вся оружейка в моде, она визуально выглядит одинаково, в одинаковой цветовой гамме. У нее на 99% абсолютно нет никаких особенностей. Ничего такого, за что бы зацепился глаз, ни в инвентаре, ни в руках. Ты просто ходишь, у тебя в руках какая-то черная бандура, которая может стрелять. И все. Больше просто это ничего из себя не представляет. Ладно, чё я ушел? Я хотел части мутантов скинуть. Про оружейку речь зашла просто. До встречи. Так, сейчас. Части мутантов. Глаз плоти. 2. Глаз полтергея. 2. Голова тушкана есть. Жало скорпионицы. 2. Железа паука. 2. Грабля библиотекаря. 2. Еще 2. Красные щуплые, не знаю, нужны, не нужны, но пусть будет. Отросток биомассы 2. Печень крылана 2. Рудимент грудины 2. Рука бюрера 2. Рука зомби здесь прям вообще до хрена. Кстати, руки зомби это же у нас патроны для Александрыч дает. Так что вот так вот. Рука излома 6. Не знаю зачем, правда, но пусть будет. Так, грабля школьника. Рука контролера. Рука чумного зомби. Селезенка крысы. Стопа снорка. Хвост кошки. Хвост собаки. Уже есть. Щупальца кровососа. И язык пелика. Иван Маляука. Всем привет, кто тут разработчик ОП-2.1. Здорово, я разработчик. Так, ну вроде все скинул, что у меня было, а теперь можно идти. Все, теперь можно по поводу оружейки дальше тереть. Сейчас надо подумать, куда нам надо идти. Вообще надо на агропром и идти сразу в подземку. Имеет смысл это сделать. Потом можно пойти на свалку и в темную долину. Во-первых, за телеком. Во-вторых... Ну, хз, короче. А, вот, кстати, база бандитов в темной долине. Вот это может быть там. Я понял. Еще одна причина сходить в темную долину. Заполучить ПДА тирана. Это потом. Вот, кстати, надо вот это сдать. Найти псевдогиганта вот тоже надо выполнить. Особенное пиво. У бандитов опять темная долина. А вот помеха защищенный ПНВ я так и не купил. Ну ладно, в другой раз как-нибудь. Так. Найди тайник на янтаре. Что тут еще? Ну такое себе.
Ты пропавшего сержанта не нашел? Нет, не нашел. На радаре, да, был. Ну да, я не помню, где сержанта этого искать. Стример, когда релиз 2.2. Откуда я знаю? Я не участвую в разработке 2.2. Недавно стартанул 2.1. Стоит ли начинать или можно подождать 2.2? Да как хочешь. Хочешь начинай, хочешь не начинай. Я вот постримить решил 2.1. Надоест, не буду стримить. Буду стримить что-нибудь другое. А вот 2.2 мы будем уже стримить уже конкретно. Это точно. Он типа монолитовец, но в тебя не стреляет. Где находится? Ой, мертвый кабанчик. На радаре, сержант, а где? Конкретное место мне скажи. Радар большой. Может, я вообще его уже пристрелил давно. У меня встретился там, где в оригинале монолитовец РПГ был. Никого там не видел. Может, я и не смотрел даже. Мне как бы не до этого было. Я шел радар отключать. Ну и все. Тем более, если он как враг отмечается, то я мог его привалить просто. Может, я его даже и не видел. Потому что красные точки на радаре не отмечаются. Сейчас в гугле написал, вроде у него есть несколько точек спавна. Ну, кто бы сомневался, что у него не будет несколько точек спавна. Это же просто must have для квестов ОП. Несколько точек спавна, неожиданная засада со всех сторон, ну и все в таком духе. О, большой демастер. Я не обследовал весь радар, кстати, так что, может быть, он где-то и есть. Шерстюк. Чуть не забыл. Тебе же нужен там арт был, да? Арт у меня, забирай скорее. Если бы не звуковой сигнал, никогда бы не нашел тайник. Да ты поаккуратней, сейчас помогу. Ага, вот так, давай сюда. Держи свой ПНВ, 7 штук. Больше у меня на складе нет. Точнее, их было 6, но один выменял у часового на оптику. Не ожидал я такой подставы. Ничего не поделаешь, склады пустые, все давным-давно разграблено. Ага, я даже знаю кем. Понятно. Ну такой ПНВ можно купить у Ворона. Если кто не знает. Теперь. Сломанный М60. Не хочу. Все, квест выполнен. Активных заданий .нет. Подземелье Агропрома. Пойдем туда.
Ну, наверное, точки перечислять не буду. Во-первых, ты сейчас искать не будешь. Во-вторых, ты по чату не поймешь, где он может быть. Ну да, сейчас смысла нету. Я пока на радар не собираюсь. Так вот, по поводу оружейки, что мы там говорили. Вот то, что у них нет каких-то визуальных отличий у стволов, по крайней мере у 95% стволов, это тоже способствует тому, что они просто в нычку ложатся и все. Если бы у стволов были скины, как в том же КСе, да в принципе сейчас в любых играх, которые в онлайне, есть скины, и Fortnite вам, и этот, как его, Overwatch и все прочее. Везде есть скины, даже причем у ножей скины есть. Людям надоедает один скин, они берут другой, они меняют просто. А здесь все стволы стандартные, черные. Ты просто ходишь постоянно с какой-то черной трубой в руках. Она никак твой взгляд не цепляет, она никакой реакции не вызывает. Ты просто ходишь и ходишь, потому что тебе нужна какая-то хрень, чтобы стрелять. Ну и все. На этом критерий выбора ствола просто заканчивается. На тебя, на! Вот если бы, к примеру, у этого ствола не было компьютерного прицела, я бы его никогда и не купил, потому что зачем он мне нужен? Какая разница? Он ничем не отличается от остальных. Он такой же черный, он под такой же калибр, он примерно так же дамажит. То есть вообще разницы никакой нет. Ну все, вроде больше нету. Или есть? Крыска есть. Я лично думаю, что большинству пушек не нужно из-за того, что ты получил суперубойную пушку и остальное просто тебе не нужно. Будешь бегать с одной крутой пушкой, пока не достанешь. Чё? Не мешай, я читаю чат. Так, будешь с одной крутой пушкой, пока не достанешь вторую крутую пушку. Это да. Но весь прикол в том, что здесь практически все пушки крутые. Ты можешь с любой абсолютно пушки сваншотить НПС. Ну, за исключением тех, которые бессмертные специально сделаны. Им надо в глаз, в пиксель на глазу попасть, чтобы их убить. Но тут как бы и крутая пушка не поможет. Если только прям какая-то совсем крутая. Короче, здесь чисто критерий того, что ты выбираешь пушку, с которой тебе будет удобно. Например, есть ли у нее прицел, есть ли у нее подствольник. А учитывая, что почти к любой пушке можно прицепить прицел и подствольник, то это вообще уже критерий теряет смысл. Вот, например, у этой пушки нет подствольника. Это недостаток. Это значит, что мне
я рано или поздно с нее уйду, я возьму ту, где есть подствольник. Иногда нужен подствольник, а его нету. Вот нету просто его. И возможности поставить тоже нет. Дробовик. Вот по поводу дробовиков. Ну, в чем тут разница? Они все примерно одинаковые. Есть более убойные, есть менее убойные, но примерно все они одинаковые. Да, да. Стандартная. Стрелок, давай. Да-да. Давай, приходи в себя. Вот. Так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Диалог из Память оригинала. у тебя отшибла, что ли? Это ж ты предложил такую меру безопасности. Ну да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Времени в обрез. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о монолите, верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до монолита не возвращался. Похоже, они там и погибали. Так вот, пока тебя не было, я раскопал информацию. В общем так, есть декодер для открытия двери, ведущей к системе управления монолитом. Декодер спрятан в тайнике на Припяти. Координаты тайника и ключ к нему я тебе даю. Возьмешь декодер, найдешь в саркофаге нужную дверь, а там... Ну, а там по обстановке. Судя по всему, это единственная возможность пробраться к настоящей тайне зоны, которую ты всегда пытался разгадать. Это все, стрелок. Теперь пришло время прощаться. Мне надо залечь на дно. Но я буду тебя ждать. Удачи. Доктор, ты же исчезнуть должен был. Ты чё? Опа, исчез. Ни хрена себе. У меня это, короче, всегда глаз режет, когда он говорит, да, а артикуляция, короче, рта вообще не соответствует. Как будто он, не знаю, то ли жрет что-то, то ли вообще хер пойми, что делает. А сразу понятно, что запись. На уж. Также, кстати, и с костюмами. Да, также и с костюмами. Ой, там лютый похититель на свая бегает. Вначале простые броники, потом скат 15. Да, да, так и идет. То есть вот у меня сначала был там какой-то броник вообще ноунеймовый, я не помню. Потом я нашел в тайнике легкий комбинезон сталкера. Потом я перешел на экзу экологов. Где я ее взял, я не помню уже. И теперь у меня экзоскелет... А, это экзоскелет экологов, значит, то экзоскелет ученых был, да. Вот у меня теперь этот экзач, и все, я его не меняю, потому что он на данный момент топовый. Плюс 95 кг веса. Характеристики тоже топовые. Вот что я сейчас могу сопоставимое найти? Вот у меня есть экзач наемников. Пулестойкость 38%, 15, 35, 10, 25, 10, 10. 75 килограмм. Переносимый вес. Здесь 10 только телепатия, а здесь телепатии вообще нету. Вот даже если бы у меня был нулячий комбинезон, ой, блин, экзоскелет наемников, зачем мне его носить? Чисто незачем. Вот тут даже выносливость плюс 5% есть. Ну, чисто еще и как артефакт работает. Вот, допустим, у нас комбинезон ССП Вега. Кстати, я его носил какое-то время. Характеристики, да, неплохие. Но экзачу все равно проигрывает. Скат 9М. Ну, характеристики примерно такие же, как у этого. Ну, чуть-чуть больше, где-то чуть-чуть меньше. Короче, примерно одинаковые. И опять же, кстати, сколько переносимый вес будет? О,
Переносимый вес 0. То есть я сейчас стою с перегрузом чисто. Я сейчас двинуться не смогу. То есть он сам броник весит 10 кг, но он мне не прибавляет ни 1 килограмма, и нахера он нужен? Этот весит 16 килограмм экзоскелет и прибавляет 95. То есть у нас чисто 79 килограмм свободного веса, который мы можем взять дополнительно. Что, это разве плохо? То есть смысла одевать какой-то броник, вот кроме этого, даже если бы у меня сейчас все броники, которые вот у меня, допустим, в нычке в баре лежат, если бы они у меня были сейчас, я бы их не одел, потому что зачем? Чисто на продажу, или для коллекции, или по заданиям отдать. Все. То же самое и с пушками. Коллекция, на продажу, задание. Все. И крыска. То есть никакого смысла нет. Эй! Ты дурак, что ли? С одной стороны, никто, да, не будет спорить, что оружейка здесь топовая, куча броников, и никто не скажет, что это плохо. Но с другой стороны, кто их будет все использовать? Люди просто их не используют. Потому что нет смысла. Нравится мне звук этот, с которым он умер. Прикольный. О, с грозой, ни хрена себе бандит. Сам главное в куртке, но зато с грозой. Действительно, почему бы и нет? Смотри, стоит. А что если я ему в ногу стрельну? Неужели до него дошло, что что-то не так, и он ушел? Бинтик валяется. Прикольно. Странно, да? То есть то, что пули снизу прилетали, его не смутило. Ой, ну ладно, заметили. Правда, не все. Да, пацаны. С внимательностью у вас явно проблемы. То есть их абсолютно ни капли, просто вот ни капли не смутило, что тут стреляли сейчас. Что тут что-то происходит, стрельба какая-то идет. Так, давай сладкого хлеба бахнем. Ладно, консервы в действие пошли. Ты чем порадуешь? Ничем. Блин, у них у всех грозы, твою медь. Реально же? У них грозы просто. Не, ну если грозы в хорошем сохране, то их надо забирать. Ладно, что можно тогда выложить? Можно калаш выложить. Он как бы такой себе. Что еще? У этого калаш, он мне не нужен. Так, ясно.
Марс. Ну и все. Подземка пройдена. Надеюсь, я ничего не забыл, пока тут разговаривал. А то, может, и забыл. Проблему вот эту со стволами могли бы решить реально скины. То есть разные скины. Уникальный скин для каждого ствола мог бы решить эту проблему. Но тут проблема в том, что с технической стороны это сложно сделать, потому что это для каждого ствола нужно, для каждого скина нужна отдельная модель, отдельные эти анимации делать, то есть это особого смысла нет. То есть даже если сделать для каждого ствола еще один с каким-то одним скином уникальным, то это получится в 2 раза больше моделей в игре. Но это тоже как бы не айс. Если в нормальных играх все сделано так, что скин это просто текстура, и она меняется динамически на стволе, а модель остается одна и та же, то в Сталкере так не работает. О, Архара, ты там мне и нужен. Чё? А кто в меня стреляет? Не, я понимаю, что здесь бандиты, а кто меня шмалял с той стороны? Сейчас ты еще одну поймаешь. Ай, ну да, я двигаться не могу, конечно. Что ты будешь делать, а? У меня есть калаш. Зачем мне калаш? Я все равно перегружен. Ясно, понятно. Поделились бинтом с пацаном. Только бульканье послышалось. Как это все печально. Мне надо срочно разгрузиться. Вали отсюда. Патроны. 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 И патроны. Так, у тебя что? Тоже патроны. Можно взять бутерброд. И у тебя патроны. АК-74М и АК-74М. Ты что скажешь? Ничего. Так, ладно, всех облутал. Теперь можно и до за стволы дотереть. Короче. Сейчас с открытым движком в Сталкере можно реализовать такую систему, что для того, чтобы использовать скины, не нужно было добавлять новую модель, новые анимации и все такое. И тем самым перегружать игру. Можно сделать так, чтобы как в нормальных играх менялась только текстура на модели. Но это опять же нужно ковырять движок и опять все выливается в нехватку времени. А на самом деле там много очень разных проблем, которые поважнее, чем какие-то скины для кого-то. То есть, скорее всего, так все и останется. Никаких скинов не будет. Так что вот так. Здорово, Архара. Дэн просил зайти к тебе. Что случилось? Такое дело, Меченый.
Один мой человек пошел по заданию на металлургический завод 2 дня назад и до сих пор не вернулся. Известно, что завод находится под контролем наемников, но я велел своему другу избегать патрулей наймитов и не вступать с ними в бой. И все же вероятность того, что он уже не жилец, велика. Зона есть зона, каждый день как последний, привыкли к смерти, но у него была записная книжка, в которой есть ценная информация для меня. Мне бы не хотелось, чтобы эти записи попали в чужие руки. Обследуй окрестности завода и отыщи либо самого сталкера, либо стоянки наймов. Если паренек мертв, то книжку они наверняка себе забрали. А что сами не сходите? Пошли своих кого? Людей у меня мало осталось, тем более в последнее время вояки и бандиты активизировались, каждый ствол на счету. Не могу я больше своими рисковать. А ты, как я видел, мастер. Дело свое знаешь, сходи, я тебе патронов отсыплю. У нас небольшой запас есть, вояки поделились. Ладно, схожу, патроны и вправду нужны. Понятно. Вот, пожалуйста, еще один квест, который остался бы в том же виде, в котором был раньше, если бы не подключили новые локации. Что у меня есть? Колючка есть? Капля есть? Что у меня есть-то? Есть капля и есть колючка. Ладно. Что ты даешь за каплю? А, 2 капли и 2 колючки, понятно. То есть за 2 артефакта ты мне дашь одну аномальную гранату. Пошел ты нахер. За 2 колючки дашь баллон с огнесмесью. Ну знаешь, тоже такое себе. Да, печально это все. Какие еще квесты на Агропроме есть? По-моему, даже и никаких. Ну, не знаю даже. Ну, в темную долину все равно надо идти. Ну, блин, скинуть бы стволы. А куда их скинуть? Хотя можно сделать нычку и оставить. Но мы сейчас на свалку пойдем, там вот скинем все в нычку, а потом обратно будем идти и заберем. А, и в X18 надо, все. Согласен. Надо идти в долину. В долину идти надо. Так, я думаю, мы дойдем до долины, выполним там квесты. Сходим в X18 еще. И на X18 сегодня закончим. Уже и так долговато. Вроде так ничего не забыл, но может что-то и забыл. На свалке, по-моему, никаких квестов у меня нет. Но это не точно. Если бы сделали такую реализацию скинов и добавили хотя бы по парочке на каждый ствол, уникальных причем скинов замечу, то есть не должны они повторяться на разных стволах, тогда, я думаю, стволы бы использовались намного в большем количестве.
хотя бы, не знаю, половина из тех, что есть, они бы использовались. Потому что разные скины, это разные визуалы. И с брониками тут сравнивать не надо, потому что когда ты ходишь в бронике, ты не видишь в сталкере, как он выглядит. А вид от третьего лица здесь ни хрена не работает. Нормально. А вот ствол, когда ты вытаскиваешь, он у тебя постоянно перед глазами, ты его видишь. То есть, если бы были скины уникальные, то люди бы брали и использовали стволы. Потому что вот у тебя в руках ствол, и у него есть скин уникальный. И это выглядит прикольно. Когда ты визуально видишь, что у тебя находится в руках, то есть что ты используешь, это как бы психология чистая, это повышает, как сказать, вероятность того, что ты захочешь это. Это 100%, это не я придумал. Понятно. Анна Павел, привет, дружище. От нас, как всегда, лайк и позитив. Анна Павел, приветствую. Это что за пингвин? Приветствую. Куда пошел? Как у вас там, нормально? Я думаю, вряд ли кто-то будет так запариваться. Ну, да, я тоже согласен, что никто не будет запариваться. Потому что, во-первых, механизма смены скинов нет в сталкере сейчас. Чтобы его сделать, это тоже надо с движком ковыряться. Какой-то механизм придумывать. А во-вторых, это опять же надо текстуры рисовать, даже если сделать этот скин. Если сделать такой механизм. А если ты такой механизм не сделаешь, то это вообще для каждого скина придется делать еще одну модель ствола. Это на самом деле очень тупая система, если ее не менять. Потому что ты просто загромождаешь игру ресурсами, которые будут жрать память, которые будут жрать ресурсы движка дополнительно. И в то же время ты в игре этого никак не оценишь. То есть, ну да, будет у тебя ствол с другим скином. А то, что у тебя игра будет лагать и вылетать и тормозить, это уже да, так чисто. Так, Анна Павел, а мы, наверное, будем уже играть в игры, как в фильме «Последнему игроку приготовиться». Не знаю, что за фильм, а что там такое? О чем речь? Что это надо было сначала ученым на проверку оттарабанить, чтобы никакой заразы... Ну, а, вот, у меня есть вот такой Мосберг. Представьте. Давай, Мосберг тебе отдам. Примерно как круглый украинский хлеб или небольшой перевернутый тазик. Ставят рядом с ней бутылку, тут же принимает... Хорошо. Сломалось что-то? Нет, не сломалось. А что у тебя есть? Военный экзоскелет ему подавай. Ты смотри, баклажан какой, а? У меня есть хвосты псевдособак. За хвосты псевдособак можно получить патроны. Патроны. 2 пачки дроби, 1 пачка картечи. Не, ты знаешь, 2 пачки это не очень. Вот 4 пачки, как ты на грозу даешь, это хорошо. А учитывая, что у тебя лимиты, Будут проблемы, пожелания? Нет. Обращайся. Единственное, Здорово, я вот стал. так сделаю. Части мутантов и хвосты собак сюда выложу. О, кстати, как раз 5. Давай. Патроны на грозу. Давай
обычные. Все. Вот это выгодный обмен. Посмотри именно про геймеров в будущем. Ну, не знаю, потом, может, посмотрю как-нибудь. А так у меня времени нет фильмы смотреть. Ну и желания, если честно, нету. 6 часов уже стрим идет, ядрить. Да, ядрить. Поэтому я и говорю, что сейчас темную долину пройдем, и на сегодня все. Ну, X18 еще. Сейчас только стволы поскидываю. А то в рюкзаке таскать все реально не айс. Так, давай. Вот это поскидываем. Вот это поскидываем. Вот это. Да и вот эти тоже. Да блин, что с мышкой? Скидываем, 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 скидываем. Все скидываем. О, а я же был на Агропроме и не выполнил квест на псевдогиганта. Слушай, а давай вернемся и выполним. Игломет. Вот, игломет. Протекта. Так, так. Слушай, я не помню, какой из них с прицелом. А, переделанный игломет мне нужен. Все. Оставляем переделанный игломет. И броня. Кожанка. Короче, все выкладываем и все. Да, вот у меня есть патроны на него. Пошли, вернемся. Смотри. А вот этот вал-то получше будет. 55%. Ладно, давай по-быстрому вернемся туда-сюда, короче. Метнемся и все. О, артефакт. Даже стрелять никого не буду. Мне уже чисто лень. Анна, Павел, вы еще здесь присутствуете или уже ушли? Так, ну что? Так и знал, что что-то забыл. Правда, на этот раз не в подземке. Нам сюда. Сейчас опять эти псины будут мешаться тут. На дороге. Ну давайте, подходите. Так. Псевдош вон он ходит. Ни хрена себе он псевдособак гоняет.
Все. Больше нам ничего не нужно. Просто валим. Все очень просто. И очень легко. Или вы что, просто думаете, скины на оружие просто так, что ли, придумывают? Нет. Это на самом деле очень прибыльная вещь. Ну, я имею в виду те игры, которые... Ну, короче, актуальные игры, не Сталкер. В том же КСе, например, некоторые скины могут стоить спокойно 20к реальных рублей. То есть вообще без проблем. Есть скины по 1000 долларов. Тоже без проблем. Скины там на нож. Скины там, допустим, на ствол какой-нибудь. Спокойно можешь найти такие скины. Они редкие. Я, конечно, не знаю, какой идиот будет покупать скин за такие деньги. Да и вообще, в принципе, покупать скины. Ну... Есть такие, иначе бы они не стоили таких денег. А если у тебя редкий скин, это ж ты ж как же, ты ж можешь ЧСВ потешить. То есть, вот у меня скин есть, а у тебя нет, ты лошара, а я, короче, крутой. Ну, короче, типичная школьная точка зрения. Сколько тут еще дряни всякой. Чистить и чистить. А зверье тут... Да и люди не особо лучше. Зона. Да мы все теперь в зоне. Но это опять же, это прибыльное дело, это помимо той функции, что люди просто хотят разнообразия, то есть они, в первую очередь, это психологическая такая установка, то есть постоянно нужно разнообразие. Например, человек не может постоянно есть одну еду, вот прям вот постоянно, вот именно одну и ту же еду. Он не может постоянно носить вот прям одну и ту же одежду, одну и ту же одежду все время. Это психология. То есть обязательно нужно какое-то отличие, то есть какие-то изменения вносить. Допустим, там сменить там футболку там или добавить к еде там вместо, допустим, хлеба там какой-нибудь там блинчик или еще что-нибудь. И это нормально, это всегда так, это ничего в этом такого нет. Все равно скины всякие дорогие, это зло. Ну да. Тут просто эксплуатируется вот эта самая психологическая установка. Это просто тупо эксплуатируются человеческие слабости корпорациями. Ну, хотя им это нормально, то есть все, что на чем можно срубить бабла, это хорошо для них. Так что
Вот так доить малолеток не очень. Но я же говорю, это эксплуатация слабостей. У кого вот это чувство ЧСВ больше всего развито? У малолеток. Типа вот у него есть скин, а у меня нет, значит, короче, я чем-то хуже. В чем-то хуже. А чё далеко за примерами ходить? Я сам когда малолеткой был, я также считал. Типа вот у меня нет, а у него есть, значит, я типа лошара. Другой вопрос, что у меня денег тогда не было на такое, то есть чтобы купить. Так что я как бы эту фазу благополучно прошел. Но с другой стороны, много людей есть. Я бы даже сказал, больше половины людей всех, которые эту фазу не проходят, и она остается на всю жизнь. За примерами тоже далеко ходить не надо. Вот, пожалуйста, покупают всякие Феррари, Херари, Ламборджини, что там, Роликсы, Хероликсы. Ну вы поняли, да? Смысл-то понятен. То есть раньше это был какой-нибудь скинчик в CSGO, да? Когда они были малые. А сейчас это, короче, Роликсы, там, Ламборджини и прочее говнище. Вот, модный шмот. Модный шмот. Да я тоже хрен знает, на что там школьники дрочат. Я просто вот пример привожу, то есть это как бы стандартный человеческий порог, и он эксплуатируется. Он эксплуатируется не только игровыми корпорациями, он всеми эксплуатируется. На кого направлены вот эти все модные шматье, вот как вот модный шмот ты сказал? Как раз на таких людей направлен. То есть вот, типа, я не слежу за модой, значит, короче, я какой-то лошара, мне надо срочно пойти купить модную штуку какую-то модный шмот, который актуальный, вот который вот современный прям, из новой коллекции обязательно. Мне надо пойти и отдать за него 10 плюс к бабла, обязательно, иначе я лошара. Иначе я себя чувствовать не буду хорошо, кушать не смогу. Об этом речь идет. Так, какие квесты я сюда пришел выполнять? Во-первых, мне надо на базу телевизор, данные. Данные, да. Телевизор, данные, что еще? Скиф, Сахаров. ПНВ. Вот был я на свалке и не купил ПНВ. Вот я дебил. Инструменты для Василия. Пиво. Пиво. Все. Что еще? 3 квеста есть уже. 3 квеста. Да, походу 3 их и останется. Вся индустрия на молодую аудиторию сейчас основывается, что кино, что игры. Не, ну в этом-то ничего плохого нет, что она на молодых основывается, потому что, например, человек, допустим, постарше, он будет играть в игры? Ну нет, ему как бы есть чем заняться. Это только меньшая часть таких неадекватных типа меня сидит тут стримит игры. И то даже не современные, как каждый уважающий себя ЧСВшник должен делать, а сталкер какой-то древний, как говно мамонта. То есть понятно, да, смысл? Опять же фильмы. Человек постарше не будет смотреть там всякие Марвелы там и что там сейчас снимают. А я вот, например, хожу на каждый фильм Марвел смотрю, потому что мне сама вселенная нравится, мне по кайфу. Мне чисто по кайфу. Больше я не хожу ни на что. Только на Марвел. Вот, к примеру. Вот интересно, А на остальное мне насрать, остальное я скачаю вообще. То же самое по поводу игр. Я пока сам не скачаю, не пощупаю игру,
я ее не буду покупать. Да я вообще за всю свою жизнь купил только все 3 части Сталкера. У меня есть вся трилогия Сталкера, лицензия. И GTA 4. Это все, что я купил за свою жизнь вообще лицензионного из игр. Это не такая уж и плохая альтернатива. Хотел еще купить GTA 5, но у меня комп не тянет, у меня комп говно, то есть она вылетает, она глючит. То есть пока я смысла не вижу. Зачем-то мне покупать GTA 5. Ну, для коллекции, если только. Но я как бы не особо такой поклонник GTA, чтобы мне прям нужна эта игра в коллекцию. А с кем базарить-то? Я на большой земле, между прочим. Пиво. С кем по поводу пива базарить? Слушай, а со мной не говорят. Со мной не базарят по поводу пива. И что делать? Лаборатория X18, давай. Кстати. Тут же нужны патроны. Патроны 9 на 19. Вот такие и вот такие. Сейчас снимают для малолеток всякую хрень и фэнтези. Например, такие фильмы, как 917. Ну да. Особо часто не снимают. Так в том-то и прикол, что такие фильмы не снимают, потому что они не продаются. Они не продаются. Нехило побары. Если ты хочешь посмотреть, если ты хочешь увидеть, что нравится большинству абсолютному, просто посмотри на любую индустрию. Потому что то, что производится, то, что постоянно продвигается, это те товары, которые пользуются спросом. То, что продается. Никто не будет производить вещь, ну, за очень редким исключением или только на заказ. Никто не будет массово производить вещь, которая не продается. Потому что она не продается. Ты только разоришься так. Ее никто не купит. Все. Просто нет никаких других причин. Так что если смотреть на игры, если смотреть на те же кино, если смотреть на любое, то есть все, что сейчас популярно, это то, что продается. То, что нужно людям. У меня на большой земле ВМ-3 остался. То есть тут даже проблема не в корпорациях и не в индустрии, а в том, что люди этого хотят. А корпорации только способствуют этому. Они завлекают, там рекламу делают. Вот купи это новая коллекция, это эксклюзивная вещь. Если ты ее не купишь, ты неполноценный. Они вот просто вот всем своим видом намекают на это. Если ты не купишь, ты лошара, ты никто, ты просто в жизни ничего не достиг. Тебе обязательно надо это купить. Или там на это кино сходить. Выходи, не плачь. Ну его на. Не знаю, за сколько он до сотни разгоняется, но не дай бог я кто-нибудь его догоню. Мало точно не покажет. Блин, а где искать-то? Может здесь? Снова зашептала. Ты, говорит, Ваня, зачем по зоне шаришь? Зачем в окошко залез? А я-то не растерялся, говорю. Так это ж... Разговаривают два стала. Один. Заработаю денег. Ничего нету. Водички? Нету, Ваня, здесь водички. Сколько часов нон-стопом пойду похавать? Да я вот тоже уже хочу. Сейчас с Темной долиной разберемся, сходим в X18 и все. Откуда вот ты такую ботву таскаешь? И на сегодня все.
Я не знаю, где еще личные шкафчики здесь есть. По-моему, больше нигде нет шкафчиков на базе бандитов. Здесь, по-моему, шкафчиков нету. Да, здесь просто эти стоят. Руки лопуха или не помнят? Я таких, как ты, за 200 метров чую. А тебя вот только... Ладно, короче, здесь нет данных, но зато мы нашли телек. Это уже прогресс. Да. То, что корпорации наживаются на чисто человеческих пороках, это да, это есть. Но весь прикол в том, весь парадокс в том, что если бы этих пороков не было, они бы не смогли наживаться. То есть получается, что они как бы плохие, но не совсем плохие, потому что они хотя и используют то, что есть, но с другой стороны они используют как раз то, что есть. Если бы этого не было, они бы использовать не смогли. Так получается. Так и получается. Да кто здесь? О, ну да. Действительно. Давайте Химеру позовем тоже на вечеринку. Парочку снорков, почему бы и нет. А давайте еще кого-нибудь позовем. Я знаю, вот там где-то бюреры должны быть. Давай его тоже позовем. Ну чё, почему нет? Неадекватные какие-то монстры. Контролеров можно было позвать тоже. О, смотри, что есть. Ну, контролеров здесь не найдешь. Это не Припять. Да отстань ты. Мне уже лень. Так, здесь нам нужен только системник, да? Угу. Угу. Понятно. Что делаешь, а? О! Что вы надоели мне реально? Сюда иди, слышь. Стоять! Стоять!
Блядь, да! Стоять! Вакханалия. Все сюда прибежали. Как только я пришел, всем резко понадобилось наверх прийти. Они резко тут что-то забыли. Все. Абсолютно все. Они что, базарят после своей смерти? Ну, походу, да. А, ты куда? Стой, сука. Стой, педик. А что ты думал? Все так... Бля. Ёб твою медь, сколько бюреров! Какие лаги! Что происходит? Фу. Да, еще и псевдогигант. Ну да, ну да. Я сюда пришел за компом. За компом для Круглова. Ой, ёб твою, сколько их там! Ни хрена себе. Блин, и опять этот пердеж. Партиклы дыма, капец, нагружают игру. Да это же сталкер, тут все нагружает игру, что ты хочешь. Здесь, по-моему, проще сказать, что не нагружает игру. Чё, куда они свалили-то? Фу. Это было опасно. Да отвали ты со своими ящиками. Никого. Даешь больше бюреров, действительно. Охренеть тут бюреров, блин, в этой лабе. Что происходит? Они, походу, специально со всей зоны сюда пришли и меня ждали. А, еще кто-то остался. Я понял. Да, бюрер. Как минимум один бюрер остался. А может и больше. Тут никого. Тут никого. Тут у нас грабля. Ага. Он, походу, наверх свалил. Фу. Хорошо, хоть не огненный. Так, во. Компьютер из X18. О, 6 человек. Он точно пошел сюда, ты не ошибся? Может, давай дождемся его на поверхности? Что-то мне не по себе от этого места. Говорю же, я видел, как он спустился в лабораторию. Это падла где-то здесь ошивается. Глядите в оба, этот сталкер не так-то прост. Вот оно как, да? И, конечно же, это наемник, да? Ну да, действительно. Сейчас бы наемников еще. Нет, здесь нам нужен уже нормальный ствол. Чё? Куда он делся? Взрывчатка взорвана. Чё за взрывчатка? Чё происходит, блин?
Взрывчатка взорвана. Какая взрывчатка? Они что, растяжку на меня поставили, типа? Походу, да. Ну ладно, этих здесь только двое было. Кстати, карта. Карта — это хорошо. Не столь важно, потому что мы уже одну просрали в любом случае. Но все равно хорошо. Бюрер, я так понимаю, где-то наверху здесь. Странно, даже на лестнице никого не посидели. Вот он! Вот он! Ну, а какая разница? Все равно я всех развалю. Конечно. Еще. Подожди, а сколько человек-то осталось? Непонятно. Где бюро? Где бюро? Вот так вот. О-о-о. Ну, наверное, наверху еще, да, парочка? Типа, чтоб по классике все было. Я же сказал. Стопудово наверху кто-то будет. Так, ну все, переходим на темную долину и закругляемся. Как раз 7 часов уже показывает, стрим идет. О! Ну, нормально прогулялись. Болото завершили. Металлургический завод прошли. Правда, там опять квесты, но это херня. Всяких квестов УПшных повыполняли, соляночных. Короче, вроде бы и много сделали, но на деле-то особо и ни хрена. Но продуктивно, да. С темной долины продолжим в следующий раз уже. Насыщенный, да. Мне особенно понравилось, как он на багги ездил. Вот это был вообще топ-контент. Прям вот чисто ради этого, чисто вот стоит посмотреть этот стрим целиком. Да. Ладно, снорка еще обыщем. Не пропадать же добру. Так, сохраночку. И... лютый похититель на свае там где-то бегает. Ну ладно, мы его потом уже встретим. Татьяна, спасибо за игру. Доброй ночи. Давай, Татьяна, тебе спасибо за просмотр. И всем спасибо за просмотр, кто был на стриме. Это на самом деле очень важно. И особенно важно, когда вы жмете пальцы вверх, чтобы стрим как-то продвигался наверх в Ютубе. Все удачи, спасибо за игру. Давай, Лав, удачи тебе тоже. В следующий раз, когда будем. Не знаю, завтра, не завтра. Посмотрим, короче, как пойдет. Может и завтра, может не завтра. Ну, на этой неделе точно еще стримы будут. Это 100%. Так, ну ладно.
На интруху переключаемся. И на этом завершаем стрим. Всем удачи и до следующего стрима. Всем пока.